Не, ребята, у нас домашняя атмосфера, поэтому тапки Зевса, и там все нормально, мы как бы... Вот буржуи, мы их должны закопать, мы дома, типа гульки, разбитые головы об заборы. Ну, то есть я был капитаном, и на всех очень жестко вылобанил. Мне показалось, что такой тамажик киевский. Я любил воровать зажигалки, Почему? За что его кикнули? потому что брать больше некого. Просто Ваня тогда, честно говоря, прихуй. Меня это не сильно интересовало по-хорошему. Просто в лицо сказал, что ты как бы штопанный вообще носок. Ух ты, блядь, вспомнил. Спасибо, Серега, за интервью. Было круто. И остается буквально несколько секунд. Ситуация 1 в 1. Надо что-то делать. Хэдшот. Отлично. Кулаки тиммейтам. Пари-матч. Играют они, побеждаешь ты. Ребят, всем привет! У нас сегодня в гостях Сережа Ломобот. Наверное, единственный тренер в СНГ, который работал в зарубежной команды и добился серьезных успехов. По-моему, там топ-2 мира были, если не ошибаюсь. Привет, Серега! Как у тебя вообще дела? Душит ли пандемия? Строго ли соблюдаешь вообще изоляцию? Что происходит вообще, братан? Ну, по факту, довольно строго соблюдаю изоляцию. Это так, чтобы мы уже не касались этой темы. Сижу дома и работаю из дома в основном, хоть и на 3 работах, но работаю из дома. Вот. А так, ну, да, были мы с Даней собеседниками, лет так 20 уже, навскидочку собеседничаем. Ну, рад с тобой встретиться просто. Ты дома много вообще сидишь сейчас в пандемию? И вообще Максимально много. много. Ты домосед, Максимально получается, много. можно сказать. Да. Что ты делаешь, как ты проводишь время вне Counter-Strike? Я знаю, что ты много времени уделяешь, ну или так кажется, по крайней мере, что ты много времени уделяешь Counter-Strike. Чем ты занимаешься, какие у тебя хобби? Фильмы, книги, музыка? Расскажи. Ну, братан, ты знаешь, у меня есть одно хобби — машина, и второе хобби — дочка. Поэтому тут всегда есть чем заняться, но, к сожалению, работа занимает огромное количество времени. И когда выходной на одной работе, нет выходного на другой, поэтому выходных очень мало. И У меня просто как-то записано, так что складывается, вообще ты теоретически мог бы сказать, что ты смотришь какие-то фильмы, и мы так предположили, какие твои любимые фильмы, допустим, 5 фильмов, которые мог бы ты сказать, что нужно посмотреть каждому, допустим. Ну, я мог бы сказать, на самом деле, о каких-то фильмах, но по факту я вообще не смотрю сериалы, у меня нет на них времени. Фильмы. Мне очень как-то нравятся все спортивные фильмы, по-хорошему. И, значит, есть фильм недавний «Форд против Феррари», очень крутой фильм. Охрененный, видел. Дальше «Манибол». На русском это «Человек, который изменил все», про бейсбол, очень крутой фильм. «День драфта» с Кевином Костнером, очень крутой фильм, мне очень понравился. Ну и еще парочку, то есть на ту же тематику. Они все заряжают обычно каким-то образом на работу снова, даже если ты там устал, в каком-то упадке. То есть при просмотре такого рода фильмов, там Лев Яшин, к примеру, и так далее, после просмотра таких волевых фильмов про волевых людей или волевые поступки в спорте, Они тебя снова заряжают? появляется желание как бы работать, да. Они тебя заряжают, то есть они Да. дают какую-то определенную мотивацию. Да, Да. да. Серег, если про музыку, вообще музыка это просто приятный фон или ты как-то вот там, опять-таки, может для мотивации, что это такое и что ты любишь слушать? Ну, по факту, музыка всегда для мотивации, музыка всегда мотивирует. Я много езжу на машине и слушаю очень-очень-очень много разной музыки, от там
русских хитов 70-х до всякой рэпачины и так далее и тому подобное, до всякого Ну, то есть ты меломан клубняка. такой, можно сказать. Да, я слушаю абсолютно все. Единственное, что мне не нравится, это там уже очень глубокие какие-то там вариации клубной музыки, которые долбят прямо в голову. Я это слушать, к сожалению, не могу. Уже, наверное, чуть То есть подрос. ты едешь такой по городу, наслаждаешься какой-то прикольной музыкой, там, Любой, йо-махо, вообще, там, да, типа такой, с тобой пою там в сторис, Мгм. ну, все как надо, вот. Плюс иногда, настраиваясь на матч, Мгм. могу послушать какие-то Это песни. очень интересно, на самом деле. Да, и иногда во время матча, Да. ну, бывает там команда проигрывает, знаешь, или там выигрывает, наоборот, или еще что-то. Хочется включить какой-то тихо себе тречок там или тихо какую-то музыку, которая тебя или успокоит там, или подбодрит, или еще что-нибудь типа такого. Ну, то есть мне, в принципе, Как нравится обстоят это дела всё. с книгами, брат? С книгами, опять же, сейчас как бы читать времени нет. До пандемии, до Хотя, ковида. казалось бы, вроде как бы больше времени. Ну, у меня свободно. очень много работы. Я, Мы я сейчас просто, об этом поговорим. Это да, как я раз... просто просыпаюсь, и как бы душ, кофе, сигарета, и ты уже работаешь. Поэтому вот так. Но до пандемии, когда мы много летали, мы вот, Ну, да, там 3 книги, которые ты мог бы там посоветовать, там, летали не знаю, постоянно. нашим там... Тогда читалось чуть больше. Ну, последняя книжка, которую я читал, тогда она была там еще культовая, не помню, 18 или 19 год. Это было «Первому игроку приготовиться». Причем книжка реально затянула. Я везде читал в Твиттере, вот, там, Get Ready Player One, бла-бла-бла. В итоге купил ее и прочитал за перелет в Сидней. Ну, это долгий перелет. То есть как раз так скрасило мне этот перелет. Митя Хуч подарил мне тоже очень крутую книжку про тренера, книжка Фергюсона. Прикольно. Очень интересная тоже книга. Он описывает там все этапы построения команды. Ну, человек очень опытный в тренерстве. И это тоже как-то, ну, давало какие-то бонусы в работе, скажем так. Ну, еще я даже не помню, честно. Я читал всякое... Это знаешь, как идешь вот так в аэропорту на полке взял. И я не могу читать с телефона. То есть мне надо листать странички. Поэтому что ты взял там тоненькое, то и читаешь. Серег, смотри, у тебя очень много реально фоток с твоей BMW в Инстаграме, и вообще, в принципе, ты как-то вот с ней как-то вот везде. Дружу. И дружишь, да. И ты указал сразу 4 компании, которые занимались ее тюнингом твоей тачки. Расскажи, чем вообще твоя тачка отличается, что за версии, что это вообще такое, почему она такая крутая? Ну, я случайно продал свою машину, прошлую, тоже BMW, тоже такую же, в таком же кузове, но с другим послабее двигателем. И соревнования были через 14 дней. Следующий Случайно этап. Это как? Извините? Ну, это вот прям случайно. То есть я себе стоял, общался с друзьями, в машине убирали, пришел чувак и сказал: братан, ну продай, пожалуйста. Ну, я не хотел ее продавать, то есть я не выставлял ее в продажу, но человеку очень сильно хотелось эту машину, поэтому он предложил как бы ту цену, от которой нельзя было отказаться. Вот, пришлось продать машину. Соревнования, как я сказал, были там через 2 недели буквально. Ну и надо было срочно купить новую машину. Я ее даже не смотрел, то есть ее посмотрел мой очень хороший друг, который является владельцем одной из компаний, о которых ты сказал. И мы ее купили буквально там на следующий день или через день после продажи предыдущей. Сколько это денег? Не скажу. Достаточно. Это больше 100 тысяч долларов? Меньше. Машина сейчас продается, на самом деле. Я ее выставил на продажу, но как бы такое. То есть она продается из серии... Если не продам, буду ездить в следующем году себе дальше на соревнования и все. Но по-хорошему, то есть все эти компании были вовлечены в то, чтобы успеть собрать, настроить и сделать эту машину такой, какая она есть, к следующему этапу соревнований. И это была миссия невыполнима вообще. Гонщик где-то, получается, или как? Ну, отчасти, но это хобби. То есть я указывал это как хобби, да. То есть это хобби, но это очень приятное хобби. Это хотя бы дает тебе возможность поездить по разным городам там Украины на 1-2 дня с друзьями, не гонять на дорогах и улицах общего пользования, да, посоревноваться там за какой-то кубок. И это уже приносит огромное удовольствие. Ну, а что это за гонки? Это гонки, драг-рейсинг называется, по прямой 402 метра просто со светофора. И там решает реакция. Плюс подготовка машины. Реакция, ну, чуть-чуть тренированная на протяжении 20 лет, поэтому прошлое КСовское очень помогает, скажем так. Ну и что, так есть какие-то вообще... Ну, я ездил на все 4 этапа в этом году, как бы ковид, все понимают, что это довольно трудно было организовывать эти соревнования.
Нашим украинским организаторам респект, конечно, огромный. Ну и все 4 раза приехал на тумбочку. 3 вторых места и 1 третье. Если ты вот продашь, так понимаю, ты продаешь машину, Ну, пользуясь допустим, случаем, ребята, я гипотетически. да, мы оставим ссылочку. Если кто-то захочет купить у Сереги тачку, так что вот можете посмотреть. Продаж. Есть машина мечты, куда, для чего, или нужны деньги, закончились? Какая ситуация? Нет машины мечты, просто хочется машину чуть полегче, чем это. То есть это все-таки спортивный бизнес-седан, да, это называется так. То есть это очень комфортная, крутая машина, но мне не очень нужна такая машина. То есть я не езжу каждый день на встречи, я не езжу там на работу каждый день и так далее. Мне нужна машина для души. Она такой и является, но смысл в люксовой машине, на которой ты ездишь там раз в 2 дня в неделю максимум, я Понятно, не вижу в понятно. этом смысла. Короче, с этим разобрались. Давай вернемся в твое детство. У нас есть такая история давай. очень интересная. Давай поговорим, каким оно было у тебя. Помнишь ли ты его постепенно, по чуть-чуть? Давай эту историю рассказать. Где ты вообще родился и вырос, скажем так? Ну, у меня было правильное детство. Что такое правильно? Правильное детство — это лето у бабушек с братьями, сестрами, садики, в которых дерутся, все эти вещи, там, гульки, разбитые головы об заборы, потому что нужно было срочно перелезть забор, залезть на самое высокое дерево во дворе, ну там и так далее и тому подобное. Правильное детство, которое было проведено во дворах. В наше детство мы гуляли, у нас не было смартфонов, у нас не было ничего, у нас были палочки, листики, и мы как-то из этого придумывали игры. Если у кого-то был мяч, ну это был вообще царь двора, поэтому как-то так. И вспоминая, кстати, мяч, я Тебя щас воспитывали в немножко- строгости в семье или все-таки ты доставлял проблемы вообще в семье какой-то? Я думаю, Как что ребенок. доставлял как ребенок, но я очень благодарен своим родителям и матери, и отцу. Отец меня выучил железобетонной дисциплине, то есть я, очень серьезной пунктуальности и так далее. Я очень ценю это в людях и сам стараюсь вести себя так же. Ну и в принципе он меня учил и выучил основным принципам, да, это относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы люди относились к тебе. Если ты хочешь, чтобы люди к тебе как бы относились хорошо, будь добр. Если люди к тебе относятся плохо, значит, они твоего хорошего отношения тоже не заслуживают. И я дальше продолжаю следовать его советам. То есть это единственный человек, отец и мать, ну, единственные люди близкие, да, отец, мать и жена, чьим советам я, в принципе, следую, всех остальных людей я редко слушаю. В детстве ты делал какие-то такие вещи? Да, я думаю, мы все где-то что-то делали такое Ну, необычное, конечно. интересное, за которое тебе было стыдно. И вспомни пару историй. Попробуй сейчас что-то такое вот. Ну, мы уже, мы уже взрослые ребята, уже все. Да, ты знаешь, у меня была такая штука очень интересная. Я любил воровать зажигалки у родителей. Именно у родителей. То есть я воровал зажигалки, коллекционировал и прятал их за туалет, за бачок. Ну, когда-то их собралось очень много, и, собственно, они все упали, и ну, папа их нашел. И он говорит, Там их было много? ну, много, штучек 15, наверное, их было там. И он спросил меня, сынок, ты хочешь как бы, ну, покурить? Мне было года 4. Тебе было там 4 года. 4 или 5 лет. Да. Он говорит, ты как бы хочешь курить, зачем ты воруешь зажигалки? Ну, в общем, папа подготовил меня, я очень четко помню этот момент, сохранился в моей памяти. Он меня подготовил, поставил стакан воды, дал сигарету, ну и как бы дал мне перекурить. Ну, 4 года. ну я не помню, 4, 5, 6, неважно. Мгм. Ну, мне как бы было очень плохо. Но это вот Интересно. такая одна из вот таких вот поучительных историй. Естественно, я шкодничал, как и все дети. Шкодничал много. Что-нибудь, может, в школьные годы, что-то такое безбашенное, что ты вот, может, сделал. Ну, в такое, школе, я не знаю, из последнего. Я просто поменял много школ, мы там переезжали. Это все было в Киеве, но поменял много школ. Ну, в последней школе, там, как и все мальчишки, ну, случайно подрался, когда это не надо было делать. Побил кого? Ну, нет, не побил, ну, так получилось, в общем. То есть, в принципе, обычное, нормальное мальчишеское детство, где и тебе дают в табло, как бы, ну, ты даешь Я иногда. понял. Детство не дает тебе в табло, где ты можешь дать в табло. Да, Нормально. ну, нормальное, Наше- нормальное детство Мы наших об этом, годов. кстати, еще поговорим. Интересно, как ты сейчас, как у тебя растет там дочь, или как ты видишь вообще дети, нынешнее поколение. Ну, это чуть позже. Скажи, как ты учился вообще в школе, какие твои были любимые предметы, и вот
Потому что я знаю, что ты, ну, не знаю, в совершенстве, несовершенстве, но ты очень хорошо владеешь английским языком. Ну, я за это благодарен скорее маме, которая меня еще с садика наняла мне репетитором. Учился я в школе, в принципе, хорошо, знаешь, как это было, хорошист, там, ну вот я был хорошистом, то есть у меня были там четверки какие-то по каким-то предметам, но закончил школу неплохо, любимым предметом, как у многих, был физкультура и ДПЮ, такой есть предмет, помню его еще, да. допризывная подготовка юнаків. Вот, это военное дело. Ну, собственно, такие, то есть только мальчишеские предметы. Я не могу сказать, что я любил там После школы языки. институт? Да, институт, закончил Какой? университет. Я очень хотел туда пойти после школы. Я туда поступил, но в итоге где-то уже в середине учебы я знал, что я не буду никогда работать по профессии. Это университет Шевченко, юрфак. То есть на этом этапе Ты жизни... думал там, быть там юристом? Там, в таком ну, когда-то, направлении? когда-то мне это очень нравилось, да, вот это все, там, пиджаки, то все, такая серьезная работа. Но в то время я уже хорошо играл в Counter-Strike, я назову это так, и мне это уже было не совсем интересно. Я, конечно, доучился, но... В какой момент вообще, в принципе, в твоей жизни появились первые там видеоигры, скажем так? И была ли это первая, какая была первая игра? Первой игрой была Mortal Kombat, наверное. Но это когда моя уже приставка была. Это мне отец подарил Сегу. И первая игра, в которой я на ней поиграл, был Mortal Kombat. А так, наверное, как у всех, Дэнди, там, танчики, Робокоп. Вот Ну, это а всё. на ПК? На ПК у меня появилась ПК, ну, я не помню на самом деле когда, но довольно рано точно. И у меня были там какие-то гонки. Не помню, как они назывались, но они были фантастические какие-то, то есть необычные. И потом StarCraft. Первая игра по сетке, в которой я играл, был Half-Life и StarCraft. С соседом мы бросили там через балкон себе провод и играли по сетке с ним вдвоем. Quake, StarCraft. Ты помнишь момент, когда появился в твоей жизни Counter-Strike, и почему именно, чем он тебе понравился, чем он запомнился тебе? Очень хорошо помню этот момент. Играл по сетке я в Half-Life в компьютерных клубах уже. У меня был недалеко от дома компьютерный клуб, в который мы ходили. Вот. И потом меня как-то мой товарищ старший взял в большой компьютерный клуб «Орки». И в России был такой клуб, и у нас был такой клуб. И там все играли в Counter-Strike. Ну, я как бы пришел в Half-Life поиграть, а все играют в Counter-Strike какой-то. Я говорю, ну ладно, как в это зайти? Я тоже как бы хочу поиграть в такое. Ну и, собственно, Assault, все как у всех, Милития там. Да, это было просто по фану игра, там, Да, типа да. ММ, да? То есть, грубо говоря. В то время это все, кто по сетке вот смог зайти на сервер, все зашли и все играют. Когда переросло вот эта вот игра по сетке в первые какие-то турниры, да, то есть или какие-то команды, я сразу скажу, что я тебя помню, это был, может, где-то 3-4 год, Ну, мы где-то так, приехали в Метроград, был какой-то турнир, и вот я помню, что какой-то ходил, мне показалось, что это какой-то Мажи киевский, потому что у него была какая-то крутая куртка, какая-то кепка. В то время смотрю, что это за чувак, короче, такой крутой. Вот, и он там ходил, и я помню, тогда еще у нас не было, не модно было тогда эти рюкзаки ходить, мы носили клавиатуры, мышки, помнишь, это все в руках, с коврами, В да. руках? И вот я в помню, кульках. идет Серега, блин, я еще не помню, что это за чувак, и что-то рассказывает, и с тобой был, по-моему, еще такой потлатенький парень, но это был уже 2004, по-моему, 3-4 год. Нет, это, наверное, было чуть позже. Может, даже позже, да. Но в 2004 году я сыграл свою первую игру турнирную в КС. Я вообще играл в Quake. Как бы мне нравился Quake, я не знал, что такое команда. Бросало, да, то есть Half-Life, Counter-Strike, Я Quake. играл Ну, тогда все. Да, в принципе, тогда все играли во все, да. Я играл себе в Quake. Была у нас существовала Киевская лига тогда, в этом же клубе в Метрограде. И мои друзья, ну, у меня был такой друг хороший, Андрюха, ник Туркиш. И он играл в команде с Севой. Ты знаешь, кто это? Это Сальвадор Лимонес, это Ну, конечно, учредитель, известный парень. да, учредитель этого клуба. И у них там кого-то не хватало, и меня позвали поиграть за них как бы лигу с Тандыном против Триз. Помню такую команду. Да. Там, где играл вот Конди, Майерс, ну вот такие, в общем, ребята очень серьезные. Ну, естественно, мы играли 5-4, их было 4 даже. И ну, у меня все равно ничего не получалось, естественно, я играл в Quake, и, собственно, оттуда, в этом матче я написал никнейм Ламабот.
Потому что у меня ничего не получалось. Я сидел там с нулем, меня просто душили, уничтожали. Призы были там, ну, может, топ-4 Украины, наверное, в то время. Это был где-то 4-й год, да? Это да, это 3-4 год где-то. Ну, 3-й это год был. То есть в 4-м году я уже поехал на первый свой серьезный турнир в Москве. Ну, до этого, да, 3-й год. какой-нибудь, да, там серия? Это была Киберметель 2004 года. В то время мы были единственной командой, которые туда поехали, миксом, причем поехали так очень по-смешному. Нас сидело 3 в клубе, я там, Спрутик, Костя Призрак. И тут в клуб зашел Уха. Мы говорим: Леха, поехали. Тот самый Ухо? Да, тот самый. Говорю: Леха, поехали с нами в Москву на чемп. Он говорит: какой чемп? У меня 2 гривны. Я говорю: Леха, билет стоит 25, мы тебе скинемся. Ну, то есть в то время 25 гривен билет, Да, верхняя То есть 2 боковушка. это тоже нормально было. 2 это нормальные бабки, да, были. Да. Ну и, собственно, мы поехали туда, у нас хватило денег на билеты туда, на какую-то шаурму на вокзале и на регистрацию. Ну и все, в принципе. То есть на то, чтобы переночевать и остаться на 2-й день турнира, у нас как бы не было денег. И это был мой первый серьезный такой турнир. На То нем есть было вы, около вы, там, вы 500 планировали команд. вылететь в первый, правильно? Не, мы планировали выиграть каким-то образом и одолжить как бы бабок, как все нормальные люди делали в то время, чтобы потом отдать с призовых. Призовых места было 4 из около там 500 команд. Но мы верили, да. Ну, вы проиграли там и все такое. Нет, мы не проиграли. А какого вы заняли? Мы заняли 4 место. Из 500, ну, там из Да. много там команд, да? Ну, Да. то есть это неплохо. Как Там бы. был очень интересный момент. Именно там, ну, то есть в сингле, тогда было много туров сингла, я сыграл против нынешнего одного из владельцев команды Forza, против Мегиона, и мы до сих пор помним этот матч. Прикольно. Тогда еще Интересно. тогда была сцена. Вот, мы играли в сингле, мы у них там выиграли. И там я познакомился с очень многими крутыми игроками в то время. Там Ваня Фин, Virtus.pro, в общем, Митя Хуч, ну и так далее. И для меня это было вау. Когда... Это интересно очень, мне тоже вернуться в эти все времена, честно. Можно Прикольно. вечность об этом говорить. Да, когда ты впервые, то есть если это был там 3-4 года, да, то есть понял, что увлечение, вот это вот хобби, чем ты занимался, да, в тот момент, может перерасти во что-то, ну, более серьезное, более стоящее и профессиональное, скажем так, что киберспорт. И когда ты, ну, там, заработал первые какие-то деньги вот, в киберспорте. Ну, призовые какие-то выигрывались еще и в тех годах, да. Но тогда ни у кого не было команд там со спонсорами, кроме ГСЦ. И не было их очень, причем еще долго. Не было Да, там, ну в тот да. момент, то есть я говорю, вот 2004 год, когда я поехал на этот турнир, там была команда Virtus.pro уже в тот момент. Я помню, знаю. Да, у которой вот были спонсоры, контракты, и мы их обыграли и выбили в лузерах. Но для меня это казалось что-то типа, ну, из вон выходящим в тот момент. А первую зарплату я получил в команде Керчнет в 2009 году. Именно зарплату? Да, именно зарплату. Сколько это было денег? Я не знаю, но я думаю, что это было, может, гривен 300. Ну, это было меньше $100 точно. Но на тот момент это было уже неплохо. Было, по-моему, в 2009-м это уже, по-моему, 800. 400, потом как раз... 500. Ну, Точно, 500, около того. 500, потом 800 стало, да? То есть 500, ну, я помню, то есть где-то $60, да, грубо говоря, это можно так сказать. Около того, да. Около того. Ну, это очень все интересно. Смотри, твой первый официальный турнир на Википедии, по крайней мере, написано, ДТС Кап 2006. Ну, именно быть. турнир, вот как вот... Большой турнир. Большой, да. Международный. Помнишь ли ты его вообще, Помню. и что это было, и как вы там выступили, и почему в 2006 году на таком большом турнире нельзя было найти зарплату 300 литров? Что за Это дело? был турнир, ты вот меня спрашивал, я не успел ответить. Это Да. был турнир в Днепропетровске. Я родом из города Днепродзержинск, который уже переименован в Каменское, если я не ошибаюсь, Днепропетровской области. То есть это был домашний турнир для меня. Я играл там за команду Explosive. Много очень хороших игроков поиграло там, включая там и Старикса, и многих других. И это был первый, наверное, матч против буржуйской команды. Опенер, мы играли против финнов и выиграли 14-1 за атаку на трейне.
Ну и в те времена, там, я уже даже не помню, это 1.6 или 1.5 была, но, наверное, уже 1.6. 1.6, я думаю, тоже. Да, ну это было Мне вообще так что-то кажется. невменяемое, 14 раундов за атаку на трейне Ну, взять. это же... То есть мы настолько жестко настроились, вот буржуи, мы их должны закопать, мы дома, типа, все жестко. Орали там как бешеные на них, ну, было клево. Ну, вы выиграли в итоге этот матч, правильно? Матч выиграли без шансов. Уже я думал, ты да. сейчас скажешь, там, а потом Турнир мы проиграли 15-0. Нет, турнир не выиграли. В финале, если я не ошибаюсь, играли гейминг с поляками, с теми самыми. Смотри, Сереж, через несколько месяцев после этого турнира ты уже будешь играть за сборную Украины вместе Да. со Стариксом и тем самым Блейдом. Да, Ты помнишь? помню. И тогда воспринимал само понятие сборной как что-то серьезное. Очень серьезно. И для тебя это была не защита чести страны или вот как раз это вот отстоять? Именно вот так. Расскажи об этом. В тот момент, ну, сборная сама по себе, очень мало у каких команд был хороший интернет. То есть мы могли играть за сборную, это было микс двух киевских команд. Нельзя было, чтобы было больше 3 игроков из одной команды. И после тренировок, то есть Агейминг сидели в одном клубе, Explosive сидели в другом клубе. После тренировок мы съезжались в один клуб на ночь и тренировались сборной еще. Да. То есть там было человек 8-9. Мы выбирали состав, который будет играть следующий матч по точкам сугубо, то есть против там, другой сборной. Ну и ним тренировались, сидели по ночам, играли. И для меня это было именно вот защита чести страны, там флаг, все дела. Ты сам патриот вообще? Отчасти, да. Ну, даже играя в 1.6, у меня был ник, любой международный турнир, который я играл, была приписка к нику Заненьку. Я помню, кстати. И то есть я всегда играл с флагом на спине на любом международном турнире, и для меня это всегда что-то значило и значит по-прежнему. Я здесь родился, и это моя страна. Смотри, если ты помнишь, в 2018 году команда Украины не поехала на ВЭСК, сборная, и ты в Твиттере стал расписывать, что в твое время такого не было. В наше время такого Да. не было. Да. Что вы собирались на ланах, чтобы потренироваться и так далее. Ты считаешь, в киберспорте недооценивают такие национальные соревнования? Вот на данный На момент. данном этапе, да. То есть на данном этапе клубные соревнования намного важнее. По сути, в любом, ну не в любом спорте, но, допустим, в том же футболе существуют как бы клубные соревнования, которые максимально важны для игроков, для карьеры и так далее, но при этом за сборную приезжают абсолютно все игроки, самые топовые звезды, и играют чемпионат мира сборных, да, или там чемпионат Европы, чемпионат там, Америки, Южной Америки и т.д. То есть все это делают, несмотря на то, какой крутости там, звездой он является. В киберспорте такого понятия, к сожалению, нету. Мне бы, например, очень хотелось посмотреть на турниры сборных, и причем, чтобы туда ехала не 5, а 8, вот такого плана. Но, к сожалению, на это нет просто турнирного места. Я с тобой полностью согласен, но речь сейчас, наверное, идет о том, что ведь для всех важнее именно клубы и игра Да, за клубы, да, потому я что согласен, это просмотры, как минимум, да, то есть потому что это большие призовые и так далее. Возможно вообще создать вот такую какую-то вот комбинацию, да, то есть чтобы, ну, скажем так, возможно ли вывести на серьезный высокий уровень и за счет чего это можно сделать? Я имею в виду, что Я участие думаю- за сборную и вот чтобы это было действительно статусно и вот. Ты знаешь, я думаю, что это в любом случае можно сделать. Мы живем в эру цифровых технологий, да, в Эру эру денег, пиара, эру бабок. денег, рекламы, Ютуба, Инстаграма и всего остального. И то есть при должной медийной подготовке хайпа всего вокруг этого, в любом случае это будет очень статусно. То есть это должно заинтересовать игроков в плане статуса тоже. Но в данный момент времени из-за того, что существует очень много турнирных операторов, ты сам сказал правильно, да, график настолько насыщенный, не берем пандемию ковид, берем нормальное существование, то есть экосистемы Counter-Strike, да, что игрокам просто некогда ехать, готовиться, играть за сборную, там какие-то матчи, ну им это просто банально неинтересно.
и из-за расписания и так далее. И плюс сами команды могут не отпустить игроков, потому что они как бы готовятся к какому-то определенному важному турниру, что и произошло тогда с Весгом для сборной Украины, Да. по-хорошему. Да. Поэтому я не осуждаю никого за это Да. абсолютно, но, опять же, я говорю, в наше время мы находили время, мы могли найти время, несмотря на тренировки, несмотря ни на что. Ну, я считаю, сейчас все-таки график изменился. График намного и- сложнее, да. Да. Но- Ну, я тебя Но понимаю. мне бы хотелось увидеть такие турниры. И, честно, мне бы тоже. Вот. Но для этого, наверное, к этому мы должны перейти еще. Может быть, в будущем такое появится. На данном этапе ты сам видишь, то есть это так, Ну, это нету, нереально, нету да. статуса у этой вообще истории, в принципе, этого направления. Считаешь ли ты, что у тебя сложилась удачная карьера игрока? Да, то есть не считаешь ли ты, что ты не добился там, тех результатов, которые ты, может, ты ставил себе, тех целей, которые ты хотел? Ну, я не считаю в любом случае, что я добился результатов, которые я хотел, потому что, ну, амбиции всегда были стать самым лучшим. Какие самые большие твои достижения как игрока? Ну, в то время мы играли Asus и Арбалеты, да, и все эти турниры я выиграл, и кубки эти дома стоят, как бы на память. Сколько у тебя кубков? Я не Примерно, знаю. ну, примерно, навскидку. Не, кубков очень много. Но, Много по КСу. Да, но кубок Арбалета, вот этот красивый, который самый, вот У он меня у меня дома стоит. У тебя, я думаю, он тоже стоит. Да. Вот. И, то есть это было статусно, выигрывать там Asus и Арбалеты, это было круто. Самым большим достижением, то есть я проигрывал всегда отборы, я тебе проиграл минимум 3 раза, там отборы на ВЦГ, ЕСВЦ и так далее. Мы были всегда такой второй, третьей командой, и я всегда собирал команды из кикнутых людей, как и я сам. То есть меня кикали из команд, я не сдавался. Почему тебя кикали из команд? Я был очень эмоциональным и импульсивным человеком, не таким, как сейчас, спокойным. Типа а-ля Саня Симпл, Ну, похоже? типа того, да. Токсично? Максимально вообще. Токсично. Ну, то есть я был капитаном, и на всех очень жестко вылобанил, и ну, было такое время. То есть я не буду этого отрицать. И меня кикали, собирал новую команду, ну, и как бы все опять складывалось более-менее удачно. Но самым большим достижением, наверное, назову Арбалет Европа, что ли. Мы тогда выиграли Арбалет СНГ, отобрались на Арбалет Европа, заняли там топ-4. Топ-4 там было мы, вы, Нави, МТВ и Фнатик. Ну, это, по сути, мировой топ-4. Это было Это очень 10-й круто. год, что ли, да? Это 10-й год в Стокгольме, да. Мгм. Ну и, по сути, все. А так как всегда был один слот всего на ЕСВЦ и на ВЦГ, его выигрывали либо Агейминг, либо ты просто с Ваней и с Мишей. Мгм. То есть прорваться было очень трудно. Я не считаю, что у меня супер успешная карьера игрока, но что-то да выигрывалось. Не, ну, кубков там у тебя и Арбалет, это тоже тогда был престижный турнир, на самом деле. Скажи, кто был в то время там вот твоим лучшим тиммейтом из тех, с кем ты играл, и почему, интересно просто. Просто уже вернулись в те времена, года? в те, да. Я думаю, что у меня было 2 лучших тиммейта. Это был Старикс, с которым мы собрали Керчнет, собственно, в свое время. То есть изначально мы вдвоем собрались, собирали состав, вернули, реинкарнировали Кучера, там, который уже 1,5 года вообще не играл в КС, сидел в Севастополе без интернета, у него только ICQ работало, я его там как-то нашел непонятно каким образом. Старикс и Крафтик, опять же, который играл тоже в Керчнет, скорее всего, эти 2 человека. Почему? Ну, это Почему 9-10 Старикс, год. допустим? Почему Старикс? Ну вот именно по этой причине мы очень были близки. Мы рядом жили, во-первых. То есть мы даже собирались на буткэмп вдвоем, сидели вдвоем, тренировались у него дома, у него был очень хороший интернет на Подоле. И мы собрали с ним эту команду, его кикнули из Агейминг, меня кикнули из Explosive. В тот момент мы собрали эту команду и тех как бы просто уничтожили там на Асусе потом. Поэтому это было как-то такое, знаешь, единение. Ну, это человеческий, ты больше такой говоришь фактор. А в игре, может, какие-то вот особенности, В игре которые лучший нравились тебе? тиммейт — это Крафтик. Очень жаль, что он перестал играть в КС, я думаю. Кстати, вот тоже для меня странно, почему он перестал, ты знаешь? Ну, в то время мы уже были все не особо молодыми людьми, когда мы заканчивали играть. Ну, то есть надо было думать о будущем. И в то время заканчивалась эра 1.6, начиналась эра непонятно чего, CSGO там толком еще не было. То есть он только начинался, он был похож на Source. И Крафтик успешно весьма играл в покер. Ушел в покер, короче. Ну получается. да, и он просто ушел в покер, он уехал в Таиланд, и
играл Сменил и, пол. и играет там в покер дальше. Нет, он женат, Мгм. то есть у него все хорошо. Но, скорее всего, вот по духу он, наверное, Смотри, Серег, интересно все очень, спасибо, круто. Скажи, пожалуйста, в 2010 году, вот в том 2010 году, я не помню точно, когда это было, время года какое было, ты решил бросить играть в Counter-Strike и стать тренером в какой-то момент. Хотя в то время еще, в принципе, тренера как но они не таковые, они не существовали. существовали, и Да. такого вообще, в принципе. Почему ты решил это сделать? И ну, у тебя же, в принципе, была тогда возможность двигаться дальше как игроку, да, и в 2010 году как раз был подъем, взлет Нави, то есть это и СНГ КС бомбило достаточно жестко, да, то есть почему ты принял такое решение? С чем это связано реально? В тот момент Мгм. мы вот играли в той команде, она называлась Пинг. Там играл Ангел, Страйк, Хаос, Леха и Крафтик как раз таки. И мы уперлись в свой максимум. То есть мы заняли второе место на ESVC, проиграв вам Нави, да. Мгм. Мы заняли топ-4 на этом таблет Европы и так далее. Я сказал в тот момент, что эта команда без изменений дальше существовать не может. У меня тогда дома в гостях находился Кучер в этот момент. Я предложил команде, как бы, либо мы берем Кучера в состав вместо кого-либо, либо вы берете его вместо меня. То есть я не против уйти, я устал. Мгм. И продолжаете двигаться дальше. То есть, Мгм. чтобы команда двигалась дальше, нам нужно было взять более сильного игрока на место либо мое, либо в тот момент Страйка, потому что он играл с АВП. Ну, как бы команда приняла такое решение, я не огорчился совершенно, я сам им это предложил и ушел. Я отдохнул там очень хорошо, и потом встретился случайно с Лехой Овердрайвом Мгм. на каком-то там... Леха, привет. Да. Да, не помню даже, где мы встретились. Ну, в Киеве это было после какого-то турнира. Ну, и он мне предложил такую тему, потому что мы, как команда, ну, всегда их обыгрывали, при том, что они тоже были очень сильной командой. Он говорит, Мгм. у нас тут как бы ВЦГ через 2 месяца, ты не хочешь попробовать нам помочь в виде тренера, вот переехать к нам в Москву жить, на базу Мгм. и типа тренировать нас, готовить нас к ВЦГ. Мы это все попробовали. Ну, в принципе, мне это нравилось в тот момент. Что в себя тогда включала вот функция тренера? В Абсолютно то же 2010 году самое. то же самое. Абсолютно то же самое. Тогда люди могли дома общаться без TeamSpeak еще, то есть это было вполне приемлемо, закрытых особо наушников не было. Вентрила, я помню, еще Ну, использовал. общались в Ventrilo, да, но я говорю, что и без TeamSpeak было слышно хорошо, то есть там Мгм. была тишина. Я как бы людям то же самое рассказывал, страты, там, дисциплину, психологию, абсолютно. Мгм. Единственное, что я помню с этого времени, ну, такое самое важное в плане именно роли тренера, что я общался с Карном в тот момент. Это бывший капитан Fnatic, и сейчас, насколько я помню, он даже там то ли CEO Fnatic, то ли кто-то. Ну, да, там где-то работает. Где-то работает в Fnatic. И мы писали в тот момент еще уже письмо ESL о том, что нужно внедрять такую В позицию. 2010 году? Да. Ничего себе. Что нужно внедрять такую позицию. Он как бы был тоже там в тот момент уже а-ля менеджером. Но мы просили уже в тот момент добавить наушники для Мгм. менеджера, чтобы он мог говорить с командой во время матча. Вот. И ты работал, по-моему, около года, да? Ну, не Нет? совсем так, да. То есть полгода я проработал, потом Дося с Фоксом, это братья Столяровы, ушли в другую команду, Форс распались, и... И ты пропал. Нет, ну, менеджмент Форс попросил меня поиграть в КСик еще чуть-чуть. Я взял Кучера с Ангелом из ДТС, Митю Хуча. Мы еще тоже неплохо поиграли там, заняли второе место на Асусе, отобрались на ЕМ Европа. Мгм. И все, проиграв ЕМ Европа, команда, собственно, уже тоже распалась полностью, и Форс перестала существовать как команда. И вот тогда ты пропал. И вот тогда я пропал, в тот момент... Надолго причем. Надолго, да. Чем ты Не, занимался? я после этого стал еще менеджером команды ДТС. Мгм. У них была база в Киеве. Когда же ты уже пропадешь? Скоро пропаду, братан. У них была база в Киеве, мы выиграли ВЦГ отборы тогда. Причем, что примечательно, Нави проиграли там полуфинал Керчнет, в которой играл Андрюха Блейд, Керчнет с молодыми.
Ну, то есть это был легкий финал, там легкая прогулка, условно, он не против Нави, мы его выиграли, полетели в Корею. И после этого, в принципе, я пропал. То есть я помню, что мы слетали на ЕСВЦ вместе с ДТС, где я познакомился со своей будущей женой, что мы слетали на ВЦГ в Корею. Как это было? И через Как вы некоторое время познакомились? мы, ну, как бы я пропал, потому Да. что я женился. Все просто. Как ты познакомился с женой? Она играла в команде М5 Female. Это было очень Она серьезно. КСер тоже. Да, она, ну, это была тоже очень серьезная команда, там топ-3 мира минимум. И, ну, так и познакомились там на турнире, начали ездить друг к другу, она из России, то есть это было очень трудно все. Ну, мы недолго встречались, провстречались мы, может, я не знаю, если в сумме, знаешь, совместное проживание взять, то, может, месяца 3. Ну и в итоге забрал ее сюда к себе, она приняла, как бы, сказала да, и мы поженились, все. Все просто. И ты... И я пропал. И ты пропал. Все, я пропал. Ты женился На и этом пропал. моменте, да. Чем ты просто, понимаешь, тебя не стало надолго. То есть тебя не было там, Ну да. около там 2-3, не знаю. По-моему, вообще до чуть ли не начала CSGO, когда вот впервые, да, вот CSGO Ну, появился. 13-14 год, наверное. Ну, по сути, все просто. Ты Я занимался работал... все это время женитьбой? Нет, я Готовился? работал на обычных работах, занимался там визами со своим одногруппником в свое время, у него был бизнес, работал в охранной компании, продавал сигнализации, ну, разные там были делишки, в общем. Да. Работ хватало разных. Но потом, в один прекрасный день, бывший костяк ДТС, который играл в CSGO уже в Virtus.pro, состав был Адриан, Дося, Фокс, Ангел и Кучер, предложили мне стать менеджером Virtus.pro. В тот момент состава по CSGO. Это уже 14-й год, Это да? 13-й. Конец 13-го, Да, начало 14-го. это 13 или 14 год. Это как раз тогда, когда они прервали винстрик НИП, очень жесткий, вот тут знаменитый. Вопрос. Как И ты вот так, да. вообще отнесся к CSGO, появлению CSGO? Что для тебя первые твои впечатления, эмоции к этой игре в то время? Ну, когда появился CSGO, я еще в него поигрывал. На вот том ЕСВЦ, на котором я познакомился со своей женой, нам подарили ключи от CSGO. То есть у нас у них... Valve. Valve, да. У нас у всех они были. Ангел с Адрианом, которые начинали тогда, ну, пытались играть в него, они меня звали еще там поигрывать с ними. Мне очень сильно не понравилось. И, собственно, поэтому я и даже не пытался в нее играть в свое время. Ну, то есть изначально CSGO это был просто source, который мне очень не нравился. Ну, переделанный Source. Там, Да, то есть переделанный на движке. Source. Но в тот момент я увидел просто перспективу в самом киберспорте. Тогда были очень маленькие турниры, их было очень мало по CSGO. Но 1.6 уже не существовало как CS. Но, учитывая то, что это была такая большая организация, как Virtus.pro, я как бы решил рискнуть. Я ушел с работы, на которой мне платили намного больше, чем в Virtus.pro. И Почему решил тебе попробовать. захотелось этим заняться? Я почему-то увидел, ну, во-первых, я знал, что это команда топ-3 мира, и это хорошо, да. Ну, неплохо. Плюс я был, ну, менеджером, и я был таким человеком, который мог подсказать состав в любом случае, потому что у всех у них практически я был капитаном в свое время. Менеджер тогда, ты имел полномочия как бы быть немного и тренером параллельно? То есть, Да, по сути, этим мы и занимались. То есть я конкретно не тренировал команду, но я им при этом указывал на вещи, на их недостатки очевиднейшие, мог там потушить конфликт это там, просто, и так далее. это было... просто очень важно, потому что как раз те Virtus.pro — это та команда, которая как раз вот ты до этого сказал, прервали вот тот жесткий там, не знаю, там сколько у них там побед было? Ну, там 87 карт, по-моему. 87 карт, по-моему, да. И причем не просто прервали, и это стало реальным конкурентом НИПов. То есть вы ну, реально жестко играли. И тогда от этого все, ну, очень многие офигевали, что это за ребята, которые появились. Да, то есть это был такой, ну, важный момент в истории развития и CSGO, и СНГ-сцены, в принципе, и так далее. И, собственно, с этого момента я отчасти вернулся в CS, но после этого Virtus.pro распались. Ну, как распались? Мы ушли в другую организацию, это была ошибкой. Астана Драгонс. Нет? Астана Драгонс. Вот тут очень интересно, много всего, потому что в тот момент из команды Нави
уходили Маркелов и Эдвард, Эдвард. Да, это у нас, ты сейчас расскажешь, как это все происходило, почему вообще, откуда появились Астана Драгонс, потому что в тот момент, я тоже 5 копеек своих ставлю, мы переживали кризис. Опять-таки, не то, что кризис, мы зашли в CSGO достаточно поздно, и Нави, да, и нам было тяжело, то есть мы очень долго адаптировались, когда все уже бегали там с этими винчестерами, фармили бабки, и мы не понимали, мы бегали все время с обычным оружием, мы даже не понимали, да, мы даже не понимали, что как бы, блин, здесь можно зарабатывать дополнительные деньги за убийство, то есть мы не понимали вообще ни экономики, ни чего, и мы проделали огромную работу, то есть мы уже вышли на тот уровень, когда мы играли в финал, я помню, StarLadder с Непами, и проиграли им в Best of Five финале 3-2. То есть мы 2 карты у них отжали. И мы были уже более-менее на ходу, да. И тут просто как вот неожиданно, хотя это повлияло наш проигрыш в, по-моему, Чехии, когда мы проиграли, помнишь, полякам, сборным, овердрайв там был, да. И тут как бы бац, говорит Маркелов, все, ребята, типа появляется новая жесткая суперкоманда. Вот, супер со спонсорством, и я туда типа ухожу. И потом вслед за ним ушел Ваня. Вопросов на самом деле насчет Астана Драгонс несколько. Во-первых, почему ты считаешь, команда не выстрелила? Потому что изначально, то есть инфраструктура команды была построена неправильно. Это была команда, в которой все занимались всем, не было субординации там адекватной, да, между руководством, мной, менеджером команды и так далее. Просто ребята из Казахстана решили повторить историю Мурата Жумашевича, да, и вливая определенное количество средств, решили собрать как бы супер топовую команду, как Нави в свое время. Это были большие деньги? Ну, на то время это были достаточно большие деньги, да. У вас была зарплата? У нас была достаточно большая зарплата. Сколько? На то время. Ну, у игроков, наверное, зарплата была, может, 1000, может, 1500. Но это в то время была очень хорошая конкурентная зарплата. И у меня, я не помню, сколько была зарплата, меньше, но, честно, не помню вообще. Вот таким вот образом собралась эта команда очень быстро, через телефонные, там, ICQ, WhatsApp уже Очень тогда. быстро до игрока ушла из Нави. Да, собиралась, в общем, эта команда. Я очень советовал ребятам взять в состав Гардиана и обучить его все-таки русскому. Вместо кого? Ну, это было вместо снайпера, то есть это было вместо Марика, получается. Ну, то есть изначально мы хотели взять Эдварда и оставить Гардиана. Но это мое пожелание было, да, то есть я это советовал. Но, естественно, в то время как бы право голоса было больше у игроков. Самое интересное, что Эдвард без Марика бы не ушел. Правильно, и поэтому получилось Нави так. могли бы сохранить состав. Да, нет, и поэтому получилось так, что они ушли вдвоем, и Гардиан остался неудел, попал в Нави и раскрылся там. А не выстрелила команда, ну, я уже сказал, потому что как бы был построен буткэмп в Киеве, все было создано плюс-минус по той же схеме, да. Но я слышал, что заиграла. Ваня Эдвард даже вкладывал часть своих денег на покупку каких-то столов там или чего-то там на этот буткэмп, пока их там до конца эти деньги не пересылались. Да. И в итоге было такое. Я не знаю насчет такого, я знаю, что я с Досей ездил за этими столами непонятно куда. Я помню, что мы их вместе разгружали, вместе собирали, включая Ваню. Вот. Дело в том, что вы тогда Астана Драгонс заняла 3-е место на СВЦ. Это было очень важным турниром, событием. Почему? Вы тогда обыграли за 3-4 место Непов. То есть Да. это был хороший результат, это был хороший... То есть команда вылетела в полуфинале. Причем на том чемпионате выиграли французы, которых потом обвинили в читерстве. Кюкли тогда. Там играл Кюкли, там играл Апекс. Да. Точно. Кюкли был читером. И Кюкли был читером. Кюкли был читером, а потом дали бан. Так вот, они выиграли. И мы проиграли им полуфинал, Вы вообще кстати. понимаешь, какой происходило в этом всем движении? То есть судьбы рушились, команд, людей. Я говорю, мы проиграли им в полуфинале. Вы им проиграли в полуфинале, там был Кюкли читером, да, то есть это полный трэш. И вы играете за 3-4 место с Непами, непобедимыми Непами, жесткой командой, и вы у них выиграете. И расскажи, почему вы решили кикнуть Эдварда, блядь, после того, как вы выиграли за 3-4 место знаешь, я на не таком помню, турнире. Это был серьезный турнир. Я не помню одного важного момента. Мажор был до ЕСВЦ или после, но мне кажется, что после, потому что мажор был зимой. Допустим. Самый первый мажор, DreamHack в Йончопинге, первый турнир на $250 000.
такой вот с таким призовым, он был зимой. И я не помню, играл ли там Ваня еще или уже нет. Ты хотел кикнуть Ваню? Нет, я не хотел кикнуть Ваню. Кто хотел? Я не могу так сказать. Ничего не сожалению. знаю, никто не знает. Нет, ты же прекрасно понимаешь, что это всегда решает вся команда. Ну, подожди, насколько я знаю, что был за Адрен, хотел его кикнуть. Был... Послушай, немножко Да. не так. У одного человека всегда рождается идея, он эту идею продвигает, да. В команде 5 человек, одного кикают, Нет, остается послушай, 4. люди это все Да. подхватывают, да, в итоге нарисовывается еще больший там снежный ком. Если Ваню кикнули после СВЦ, то после этого еще был мажор, на котором Ваня не играл, на который, я так понимаю, у нас был слот. Вот. Ваню кикнули, да, но ты знаешь, вот по поводу кика, это такой момент для меня, я кикнул в своей жизни человек 40 навскидку. Вот уже как бы... Ну, то есть, будучи тренером, опять Да. же, и менеджером на протяжении уже больше 10 лет, тебе очень часто приходилось говорить людям и всегда находиться... Меня интересует не то, что ты А сказал. кто но- хотел кикнуть? Конечно. В Ну, команде. я думаю, что абсолютно вся команда Ангел, хотела кикнуть. Ангел, Адрен, Да. Дося и, по-моему, даже Маркелов. Не, я говорю, вся команда в любом случае была за. Там по-другому это решение... Почему? За что? Я не знаю, за что. Ну Но- как но это? я Ты думаю, что не тренер, за игру. менеджер, ты не знаешь, Не, за я что менеджер кидают? был. Послушай, Дань, Да. я работал там 4 месяца. То есть, Ну, когда кидали Ваню, ты работал, ты ему звонил. естественно, я ему звонил. Да. Да, почему? За что его кикнули? Я не знаю, за что его кикнули. За что команда хотела его кикнуть? Ну, Послушай, есть такие кики, ну, у тебя одно видение команды, у меня другое. Я работал в командах, в которых это были сугубо трудовые отношения, да? То есть у тебя это были более семейные отношения, более дружеские отношения во всех командах абсолютно, в которых ты допустим. играл, допустим, да? по-разному, да. И то есть здесь собрана была солянка из людей с одними устоями, ну, 2 человека из Нави, да, и из людей с другими устоями, которым, ну, а-ля там не понравилось что-то, не понравилось поведение, не понравилось, как чел играет. А ты знаешь, что когда вот это, ну, как бы семя идея появляется, да, когда появляется негатив какой-то к одному из игроков, люди начинают докапываться к нему все больше за любую мелочь, то есть, ну, игрок начинает не человек, а игрок начинает сильно раздражать, и ты всегда ищешь в нем какой-то как бы изъян. И вот таким вот образом это все и произошло. Я не могу сказать, что Ваня плохо играл. Ну, я слышал просто такую ситуацию, что я просто Ваню знаю давно. Ну да, Он я очень тоже. своеобразный человек, вот, сам по себе. И сейчас он там уже повзрослел. Раньше он был более таким как бы закрытым индивидуалом, скажем Да, так, да, да. то есть и он, у него были вот много каких-то таких вещей, которые не принял коллектив тот же вот вашей команды, то есть он там бегал по утрам, когда все там засыпали, он засыпал там в час, все там в 5 утра, там, потому что все рубились, он там не бухал, а там Марик с Карасем падали на стульях на стриме. Бухие, да, там, которые там это есть, все, там еще эти ролики. Он там, да, то есть он где-то отдалялся, и это очень раздражало команду, коллектив, и за это вы решили кикнуть. Насколько я знаю, что в игре он играл хорошо. В игре он играл хорошо, да. Да, то есть его кикнули, грубо говоря, за бытовые жизненные вот такие различия. Скорее всего, да. Ну, это то, о чем я тебе говорю. То есть, когда человек Ну, выбивается из просто коллектива... называть вещи своими именами, да, то есть как бы Да. его за это кикнули. Хорошо. Ну, допустим. Просто Ваня тогда, честно говоря, прихуел полный, потому что, Шок. ну, прикинь, он уходит из Нави, это серьезный шаг был Да. для него, для его семьи, то есть это было серьезно, я это знаю, это был серьезный шаг для нас, это был такой поступок, который мы переживали очень серьезно, потому что мы не понимали, что делать, мы тогда взяли каких-то там Кибакина, там только который... Вы взяли Гардиана. Ну, нет. А это не сразу Нет, конечно, мы взяли потом Гвардиана, когда вы кикнули Эдварда, он сыграл миксом с Гвардианом, и потом их взяли в команду. Вот. И поэтому как бы он был в полной потере, в полной шоке. Он тогда, я помню, извинялся как бы за ту всю историю, потому что, ну, и Нави и мы его приняли. Ну да, Да, он это сделал- интересно на самом деле, сделал такая хронология, неправильный- такая история. Он сделал неправильный выбор. Ну, как бы я тоже считаю, что мы сделали неправильный выбор. Не потому, что кикнули Ваню, а потому, что ушли из Virtus.pro, я уже говорил. Тем не менее, потом Astana Dragons становится Hellraisers. Ну, примерно. там Ну, ты не происход- до конца Не до историю конца. рассказал, да. Тем не менее, вопрос в чем? Впервые тогда в Хэр услышали о Симпле. Да. Ты помнишь? Я не был Как- тренером, когда туда пришел Simple.
То есть ты Хэр. не особо знаешь, каким был Саня в то Не, время. я знаю, играл? каким был Саня, Да. но при этом... Саня, ты сейчас повзрослел, ты крутой чувак, но мы будем вспоминать Те твои времена. какие-то разные темки, да, поэтому без всякого. Да, расскажи, каким ты помнишь тогда Саню? Смотри, про Ашер. То есть Астана Драгонс распались, Да. появилась организация Ашер, куда меня не взяли вместе с командой, да, и я опять пошел работать на обыкновенную работу. Но при этом, когда появился Саня, тренером Ашер был тогда еще играющий Блейд, который играл в команде Керчнет, еще они играли в CSGO, или нет, по-другому уже называлась у него, в общем, как-то команда, он играл там и с Флейми, и со всеми этими ребятами с Флейми, с Сиздом, если я не ошибаюсь. В общем, у них была команда, забыл, как называется. И вот тогда первый раз в Ашер взяли Саню. Симпла. Да. Саня... Это был конец 14-15, это был, да, что-то вот. это был мажор, точно, в том же Юнчопинге, где Ашер стали легендами, ну тогда еще не были легендами, но вышли в плей-офф, да, точно. Вышли в плей-офф, очень круто отыграли. И вот там был Саня, есть старый мувик, не помню, как называется, старый мувик Ашер, где у Сани там невменяемое количество хайлайтов. И потом уже молодого еще, можно сказать. Да, и потом горячего. уже я пришел в Ашер Юного. как бы тренером. У нас, я не помню, какой игрок ушел, не Адрен. Ну, в общем, Адрен играл в том составе. И нам пришлось взять стенды. Дося ушел из Ашер, я вспомню. Они там что-то поссорились. Я помню эту историю, да. Дося просто взял, улетел в Уфу. И у нас как бы мажор через несколько дней, и мы берем Саню, потому что брать больше некого. Да. При том, что Саню кикнули уже из Ашер. И вот это был первый как бы турнир, на котором, ну, к Почему которому мы Саню кикнули готовились. из Ашер? Не, Саню кикнули до этого из Ашер. Я не знаю, почему его кикнули. Не Меня не знаешь. было, когда его кикнули. Но не суть. Я познакомился с Саней вот при подготовке к этому турниру и на самом этом турнире. Я точно помню, что они не очень ладили с Кириллом. То есть Саня был тогда огонь. Все эти мемы, которые существуют, это из тех времен. И у нас был первый... Огонь. Саня мог тогда послать спокойно нахуй кого-то? Он посылал вообще крепко всех. Вообще без вариантов, без разбора, без авторитетов и так далее. Ему То было есть вообще сидел плевать. маленький чувак, который шпилил, и когда ему что-то не нравилось, он просто... Он просто послать. уничтожал, да. Ну как вообще. это было? Там типа, да ебало завали там, да? То есть там, иди нахуй, там пошел, блядь. Там, я не помню точно, но есть же знаменитые вот эти фраски, там, с такой стрельбой мы не выиграем, там, типа, это, да. Блядь, с такой стрельбой мы не выиграем. Да, ну, то есть нет. Ну, Саня, как бы, он был таким человеком, который конкретно других игроков задевал за живое. Всегда. Да. То есть он не просто как бы матерился Он и посылал, чувствовал, он чувствовал, что можно на что сделать можно больно, надавить, да? Мгм. И при этом на вот этом турнире, ну, где я познакомился с Саней, я увидел очень азартного человека, потому что он играл аимку с Карасем. Мгм. И они играли на бабки, да, уже там, в прак-зоне. А прак-зона была такая, ну, 8 команд вместе сидит, то есть, ну, такой. И все собирались и смотрели на это. В итоге Саня раз 5 играл на отыгрыш. И в итоге все начали ставить ставки на этот матч. За спиной просто вот так кидать там по 5, по 10 евро в 2 стопки. И я понял тогда, что это очень азартный, заряженный чувак. И на следующий день у нас был матч. И вот тут самый важный момент, который я запомнил. Это был матч с G2. Это была крутая топовая команда в тот момент уже. Там играл Шокс, там Кенни. В первом же раунде этого матча тогда существовал один тайм-аут, и тренер Макколи. Тайм-аут был 5-минутный. После первого же раунда этого матча нам пришлось поставить тайм-аут. В первом матче первой карты Best of 3. Почему? Потому что мы отдали раунд 2 в 4, какой-то там невменяемый. Да. Ну и Сане это не очень понравилось. Что было в TeamSpeak? Вкратце. Я не помню, что было в TeamSpeak. Примерно хотя бы. Но я помню, что успокаивал я Саню реально вот все эти 5 минут. Я разговаривал говорил о том, только что с ним. как, блядь, вы могли, сука, нубе дать 2 в 4 раунда? Именно так, потому что Саня как раз отдал там 3 килла, по-моему, в Монстре. Это было на оверпассе, я четко помню. И, ну, там нереальный раунд вообще отдался. В общем, Саня жестко вылобанил на всю команду. В итоге мы не говорили в TeamSpeak. Не слышала команда абсолютно нашего с ним разговора. Он сидел с краю. Мы оба сняли наушники и разговаривали вот просто так, без наушников, Тебе по-нормальному. удалось его успокоить? Да, я на самом деле очень уважаю Саню. И после этого момента мы никогда с ним не ссорились за всю Вот карьеру. после той ситуации. Да.
Ну, вы и не играли особо потом много вместе. Ну, мы работали все равно в АШЕР после этого. Мгм. То есть Саня был в АШЕР, когда АШЕР становилась интернациональной командой, когда туда пришел Оскар и Стика. Для и- Сани важно выстроить Это правильные отношения с человеком, безусловно. Тогда Верно, да, я согласен. Тогда он еще пока просто не очень Он не хорошо смог умел это выстроить делать. до конца с Кириллом Ангелом отношения, как ты считаешь? Я считаю, что нет. Там- Чья это ошибка? Разница в возрасте с Кириллом у них около 10 лет, да, насколько я понимаю? Ну, нет, меньше. Ну, Ну, примерно. Кирилл, ну да, около 10 лет. Чья это ошибка, в первую очередь? Почему они не смогли это сделать? Ты знаешь, чья? помимо выстраивания отношений, ну, ты как бы с Да. Саней очень много проработал, Я помимо знаю, да. выстраивания отношений есть еще дальновидность и руководства, и капитана, который принимал в тот момент очень много таких решений, и других игроков команды. То есть я был против того, чтобы кикали Саню. В тот момент уже я находился в составе, я уже был тренером, и я не хотел, чтобы кикали Саню, несмотря на то, как он себя вел там, и так далее. Ну, у меня была очень большая просьба работать с ним дальше и как-то стараться все-таки выстроить эти отношения, Да. на что игроки говорили мне, что это нереально вообще, и вообще я с ним не могу играть, даже на тренировку приходить и т.д. Ты мог тогда подумать, что он станет лучшим игроком мира? Он уже и в тот момент был нереально крутым игроком мира. Уже тогда существовал ФПЛ, и уже Да. тогда Саня там играл. И играл очень-очень жестко. И именно поэтому не хотелось кикать как бы Ну, вот такого именно, что игрока. он станет лучшим игроком. Я не знал насчет лучшим, но, естественно, было видно там космический потенциал, стремление и рвение. То есть мне не хотелось Хорошо. его кикать, короче. Окей, Саня, мы тебя любим, ты крутой Да, чувак. Саня крутой в любом чувак, случае, да. ты молодец в том плане, за что я уважаю Саню, что он умеет признавать свои ошибки. Это На очень самом деле важно, умеет, да. это очень Да. важная черта, и он это не раз доказывал. И сегодня мы видим другого человека, Да. такого же крутого игрока. Да. За это огромный респект тебе, чувак. Дальше ты становишься тренером. Давай самому классному, самому интересному. Ты становишься тренером Mo Sports, да? Во-первых, вопрос номер один. Как ты туда попал? Но надо вернуться чуть-чуть к Ашер, надо- потому что это идет оттуда. Это идет из Ашер, я знаю, но я не хочу просто там эту кашу уже мусолить, потому Нет, что там это важный момент. Я хотел важный рассказать. момент, расскажи. Был такой момент в Ашер, когда создалась команда Гамбит, с которой ты выиграл мажор, откуда ушло 3 игрока, Дося, Моу и Адриан. Да, И Ашер стояли перед выбором, да, как бы стать европейской командой или СНГ командой. да, И играть СНГ минор, который вы опять же выиграли, и после этого поехали на мажор. да. И мы кикнули Саню, могли взять СНГ игрока, играть СНГ минор, или европейского игрока, естественно, играть европейский минор. Да. Туда мы уже взяли Оскара, это дальше уже, да, который Да. будет в Моспортс, и т.д. И в тот момент был один слот, нам нужно было играть открытый отбор на европейский Когда минор. вы взяли и Оскар, вы выиграть начали минор. общаться на английском? Да. Сразу. То есть это один Сразу. игрок был. После этого сразу взяли стик Вы, через 3 дня. вы готовы бы... то есть вы понимали, что вы будете идти в Двигаться сторону, в сторону Европы, да. И когда, то есть русские игроки, это был Кучер, Ангел, плюс руководство, очень не хотели, чтобы состав становился европейским. Я, по сути, поставил свою работу на кон. Я сказал, что эта команда, если мы возьмем этого европейского игрока и будем играть европейский минор, что мы его выиграем, либо вы можете меня уволить. С Оскаром. С Оскаром, да. Как бы мы его выиграем, либо увольняйте меня, и все, собственно. Ну, мы выиграли тот минор по итогам. Дальше мы не прошли отборы на мажор, к сожалению, проиграв Саше Симплу, который был в Liquid. Тот самый вообще невменяемый матч, где мы вели 13-5, у Liquid была эко, и мы проиграли этот матч. Это была На решающая Дасте. карта? Да, Третья. да. Вы вели 13-5. 13-5, у нас бай, у них эко, и, собственно, мы проиграли Я в шоке. эту карту. Оскар там сыграл плюс 27, по-моему. Но даже это нас не спасло, то есть 40 плюс фрагов за карту нас не спасло. И после этого меня кикнули из Ашер. Да. Не, мы поиграли, еще одни отборы на минор проиграли таким же образом. это в общем. И уже кикнули такие, меня из да. Ашер, да. Я сел тренироваться в Counter-Strike, у меня очень много мотивации. Я играл 2,5 месяца где-то в КС, играл 14 часов в день точно. Да. С молодыми ребятами из Просто, которых ты в итоге Ну, подписал как это Просто. такое, да. То есть, И в один прекрасный день ты затронул тему Моуспортс. Мне начал ныть Оскар, который попал в Маузер в тот момент, что, мол, здесь, короче, тренер ничего не делает.
И вообще происходит полный бардак, и ну, с этим надо что-то делать. Я говорю, ну я как бы играю, у меня уже неплохо тогда получалось. Давай ближе к делу. Ты приходишь в Моуспорт с тренером, тебя берут. Зарплата, команда. Очень все всё, было давай, грустно. давай конкретно. Пришел я, в общем, в Моуспорт. Они мне сказали просто, можешь ли ты прилететь сегодня на буткэмп? Да, У меня был какой-то вылет из там дней, да. через 2 дня в отпуск. Я говорю, ладно, есть рейс в 5. И просто сел и полетел в Германию к ним на 2 дня буквально. Посмотрел действительно на этот бардак. Чингис, который был CEO Моуспорт в тот момент и владельцем, задал мне всего один вопрос, условно, при собеседовании. Эта команда вообще, ну, ее вообще возможно тренировать? То есть в команде был Ника, Оскар, 3 игрока, которые говорили на немецком, и происходила полная чушь. Ну, он просто спросил, как бы, возможно ли их вообще тренировать. Я сказал, что думаю, что возможно, рассказал им там пару тем перед отпуском и улетел. Я работал в Маус 7 месяцев без контракта вообще, то есть это был испытательный срок. 7 месяцев. 7, Без зарплаты? 6 или 7 месяцев. Нет, зарплаты. Сколько это было денег? Если я не ошибаюсь, это было 2000 евро в тот момент. Ну, это, блин, Это достаточно хорошие неплохие деньги, деньги, да. да. И какой-то процент от призовых, не помню какой, но точно маленький, прям совсем маленький. Меня это не сильно интересовало по-хорошему, то есть меня интересовали результаты. Ну, в общем, вот так вот все это началось. Самое смешное, что когда я пришел в Маус, Оскара после первого же турнира я посадил на банку лично. За поведение. За дисциплину. Что он делал не так? Ему очень не нравилась команда, то есть ему не нравилась атмосфера. Ныл? Он ныл, ему хотелось, чтобы его как бы все лелеяли и так далее. При этом, ну, после турнира, того, на который вот я прилетел, это был первый турнир с Маус, мы заняли 2 место, ему Крис просто в лицо сказал, что ты как бы штопанный вообще носок, и мы не собираемся тут сопли жевать, как бы ты или работаешь, или просто идешь нахер. Это сразу было. Сразу, это первый турнир вообще. Вы его посадили на банк. И мы его сразу посадили на банку. Кого вы взяли вместо? Мы взяли Ловела, испанского Помню такое. игрока. Да, есть В такое. то время вот. Ника продолжал быть капитаном. Мы не так уж плохо выступали, на самом деле. Мы там заняли топ-4 ЕПЛ, топ-8 Первый Е-лиги. турнир вы выиграли через год. Но это в другом В составе Греции. совершенно В было. Греции. Это вообще другой состав был. Неважно. Да, что за этот год произошло, вот вкратце. За этот год поменялось 4 игрока. Да. 4 игрока, да. за Тебе этот не год было поменялось. претензий как тренеру? Нет, после того, как продали Ника, это был самый громкий трансфер в тот момент. Фейз. Вот об этом, кстати, да. Это был самый нашумевший тогда Да. трансфер. Говорили, что он самый большой по деньгам. Сколько стоило тогда? Ну, примерно? я думаю, что больше, чем... Ну, я не думаю, я точно знаю, но на скидку скажу, что около полумиллиона со всеми доп. Это был какой выходящими. год? Это был 17-й год. Начало 18-го Сколько года. сейчас должен стоить Ника? Если в 2017 Я году думаю, он что стоил сейчас полмиллиона. его продали в G2 больше, чем за миллион. Я уверен в этом. Трансферы растут, рынок растет, да? Трансферы растут, рынок растет в любом случае. Короче Да. говоря, если вкратце, то поменялось 4 игрока. Мы кое-как выживали, у нас ушел капитан. После того, как Ника был капитаном, да? Ушел капитан, команда в полном развале. Со мной в этот момент только заключают контракт долгосрочный, 2-летний, и говорят, собирай теперь нам команду, как бы, потому что ее нет. Тебе при контракте переписывают зарплату? Нет, в тот момент... Оставляют 2000 евро. Да. А процент увеличивается? Процент увеличивают, Сколько это? он становится, по-моему, 5. В А тот было момент. там 2 или 3 Да, типа? 2 да? или 3 типа вообще. 5% от выигрышных. От призовых, да. Да. Ну, от призовых, от стикеров, от всего на свете. Отлично, Короче понял. говоря, я вернул Оскара с банки. Ну, особо вариантов-то и не Да, было. сделал Криса Дал ему капитаном. банку. Дал ему банку. Сделал Криса капитаном, который Да. никогда в жизни ним не был. Крису пришлось стать райфлером, который был АВПшником. В общем, это был трудный Парадокс в чем? Парадокс в Трудно. том, что продают лучшего игрока. Происходит полный пиц. В Моуспорт уже никто не верит в этот период. момент. Да, вообще. И тут вот эти ребята начинают просто ебошить. Причем Не совсем так. не сразу. Ты Не пропускаешь сразу. полгода. Я пропускаю время, да. Да. И говорю, через время начинают Через ебошить. время, да. Через время. Но про вас забыли. Реально это тогда... отлично было, это было Да, вовремя. расскажи, что делал ты, как тренировалась команда. Вот это самое интересное. Вот это сок. Первое, это тогда можно было еще говорить тренеру в онлайне. То есть мы не играли с суперкрупных турниров, но мы играли ЕПЛ.
И у нас были бонусы за победы на картах ЕПЛ даже. То есть за каждую выигранную карту мы получали бонус, который по От отношению... Моуспортс. Да, по отношению к моей зарплате это был очень большой бонус. То есть Это было Орга платила Да. вам деньги просто за победы на лиге, там, онлайн-лиги, да? Там, на условно? ЕПЛ Ну, только. на ЕПЛ. Но это была важная лига. Самая большая в то время. Да, Поэтому вот так. да. И за победу на карте нам платили 100 евро. Сезон ЕПЛ включал в себя 26 карт. Ну, можно, да. Мы в том сезоне Пофармить. с плохим составом, без капитана существующего, и тогда выиграли 20 карт. Да. То есть для меня это было много. Да? И все это время Крис Джей вместе со мной мы записывали тимспики, и после всех матчей мы разбирали каждое мое решение, то есть почему было принято это решение, зачем принимать был это капитаном? решение. Да, я колил абсолютно все в онлайне для того, чтобы он научился применять те инструменты, которые у него есть. Тактики, да? Да. Зачем их колить, когда колить и так далее. И на этом ЕПЛ, на котором мы прошли, мы заняли топ-4. Это было очень круто. На лане, да, когда я уже не мог говорить. И на этом ЕПЛ играл уже с нами Робс. Вот это, кстати, И вот это тоже крутой момент. Это второй крутой момент. Да? Из этого всего, во-первых, я очень уважаю одного игрока Спиди за его решение, потому что это единственный игрок за всю мою карьеру, который поступил так же, как я в Пинг, я рассказывал об этом, который пришел ко мне и сказал: я не вывожу уровень этой растущей команды, посадите меня на он банку. так сказал? Да. Это сильно. Посадите меня на банку, я подвожу вас, я доиграю до того момента, пока вы не найдете мне замену. То есть сажайте меня на банку. Не, ну красава, это сильное, конечно, решение. Это очень сильное решение от игрока, я его безмерно уважаю за это. И в тот момент мы начали искать. У меня был доступ к ФПЛЦ, мне многие говорили о Робсе, я с ним сыграл там 3 матча, все 3 против, просто охренел, потому что человек бил минимум 40, минимум. После этого он попал как бы в ФПЛ. Это сколько ему лет было? тогда? 17 лет, если я не ошибаюсь, или 16, или 17. И он попал в офис Face, это мы его тестили как раз, когда он туда попал, и, собственно, взяли практически сразу. Ты Там знаешь, без какая особых зарплата у него раздумий. была, когда вы взяли 17 лет? Примерно. Я думаю, что 3000 примерно. 3000 евро. да? 3000 максимум, потому что самая большая зарплата была, скорее всего, Оскара, и это было там около 5000 в тот момент. В тот момент. Да. Это какой год? 17. Это 17-й год. да. Да. Дальше мы таким составом с Робсом уже, ну, то есть Ловел, Робс, Деннис, Ты Крис считаешь, Джей и ты Оскар. считаешь Робса гениальным игроком? Да. Как он, ну я тоже так считаю. Почему? Не потому, что у него там IQ, да, там он там тесты сдает, там нереально. И потому что IQ тоже. Как это, что он дал команде, когда он пришел в 17 лет, помимо своей индивидуальной игры? Или просто индивидуальную игру, но она была, конечно... Ты знаешь, она была феноменальной, ну, в плане индивидуальной Это игры, она правда. была феноменальной, но это был человек, который вот пришел в команду, он не играл ни в одной команде до этого, вообще ни разу, вообще компетитив CSGO. То есть все, Да. что он играл, это миксы с друзьями, мастер-лигу, FPLC, FPL. И то есть, когда к тебе приходит игрок в команду и уже на тестах говорит: окей, можем ли мы сделать стратбук, расскажи мне все страты и все мои роли, я их запишу, чтобы уже на тестах я не ошибся нигде. И у тебя отвисает челюсть, потому что ни у одного... Ты-то знаешь все страты, ты колешь, да? Но ни у одного из игроков твоей команды этого нет. А этот человек приходит сам, приходит к тебе школьник, Ребята, блин, слушайте. школьник, да? Да. И сам просит у тебя помочь ему написать стратбук, все свои роли, каждую гранату, все на свете, чтобы не ошибаться, чтобы не Это подводить сильно, команду чувак, уже на это, тестах. это круто. Ну, я охренел с этого момента, конечно же. Мы все это сделали, это заняло примерно 2 дня, но тестился он примерно 10 дней и показывал невменяемую игру. И то есть вот эта дисциплина, отношения, ну, профессиональное, при том, что человек никогда не был в команде, меня поразило очень сильно. Ответственность. Ответственность, да. И этот игрок такой во всем. То есть он всегда вовремя встает, он не косячит нигде. Он стремится к идеалу, вот так же, как Саша Симпл, условно, в игре, по крайней мере, да. И такая тема, ну, очень сильно вдохновила. Мы проиграли мажор, вылетели с группы. Тот, который вы выиграли, это было в Кракове. После чего уже роковые 2 замены были сделаны, если мы говорим о годе, да, и с этого момента образовался состав, который начал, как ты говоришь, ебушить. Да. То есть робс, да, дисциплина,
твои колы, и ты как тренер расскажи, ну, какие-то те моменты, которые ты прорабатывал не только с капитаном, да, там, наверное, со всей командой. Какая была там построение, какая структура была построения вообще тренировок, из-за чего вы так росли? Потому что на самом деле все, есть команды, знаешь, которые меняют составы, которые там меняют тренеров, меняют капитанов, но они вот годами находятся вот в одном каком-то вот течении. То есть чуть-чуть поднялись вниз. Ну, это как бы вот такой вот. У вас же произошел очень сильный прогресс. То есть вы реально начали расти как команда. Да. Эти раунды за атаку на трейне, там эта игра, это ну, у вас нюх, который у вас был Ну, там нюх был ебанутый. страшный, да. Страшный, да, реально страшно. В чем секрет? Секрет в 6 очень сильно мотивированных людях. То есть в тот момент 6 мотивированных людей, Да. запомнили, дальше. 6 мотивированных людей, которые настолько сильно работали над собой, что тебе не нужно было собирать команду для того, чтобы разобрать матч. Они могли позвать тебя разобрать матч. тренера. Сразу после матча они могли сказать: парни, нет, так дело не пойдет, мы как бы сейчас в этом разберемся. Не завтра, мы не остывшие, мы Машины будем не разбираться в этом сейчас. В этой команде никогда не было машины вообще. Как в вы этом переживали проигрыши? Что происходило, когда проиграли? Именно вот так. Мы садились и с технической точки зрения очень сильно разбирали абсолютно Это все. правильно? Не совсем. То есть эмоции должны быть, но в интернациональном составе. То есть это часть хороших вещей и часть плохих вещей, именно процесса. Из-за того, что все говорят на неродном языке, у тебя нет времени мошниться. Давай еще раз. Кто у вас играл по странам? Сани Финляндия, Робс Эстония, Стика Словакия, Оскар Чехия, Игорь Голландия и украинский тренер. Ну, как бы такое себе. Крис Голландия, он курит? Ну, естественно, он курит, но это нормально. Так. Я так думаю, по крайней мере. Ну, Крис веселый чел. Это вообще однозначно. Отлично. Причем Крис Джея очень долго тоже переучивали как капитана. Курение не Он не мешало курил ему? никогда ни на турнирах, ни на тренировках вообще. Он очень серьезно к этому относился, но у него, его предыдущим капитаном был Гобби, который очень критично, нервно, он турок, да, эмоционально объяснял команде, как надо вообще себя вести. Да. И Крис Джей пытался это все перенести на эту команду, а этой команде это было не нужно. То есть у него были 4 очень спокойных человека. Да. И то есть им этот импульс не нужен был. Ну и команда его как бы тушила. Успех команды заключался в том, что мы получили 5 настолько скилловых игроков, именно по уровню понимания и самой игры, что Крис Джею не нужно было быть суперкапитаном. Там каждый игрок мог сделать идеальный кол, каждый игрок идеально разбирался в ситуации. Коммуникация между игроками — поэтому это всё большой залог получилось. успеха Ну, команды? это самый большой залог успеха. То есть больше, чем это, нет ничего. Нет коммуникации, нет ничего. Опять же, вот ты говоришь, вопрос о коммуникации, я немножко перед этим уже сказал, что каждый человек со своей точки мог элементарно дать кол. Условно, капитан дает какой-то кол. Там. Мы делаем это. И ему другой Вот чувство ситуации. Да, он чувство может- ситуации. И ему сразу говорит человек с той точки, на которую он дойти, он говорит, это здесь не сработает вообще. И у него не спрашивают, почему, ему не надо Он ему объяснять. доверяет. Он ему доверяет полностью. Он говорит просто, нет, этого нельзя сейчас сделать, нам нужно сделать что-то другое. Придумай, что хочешь. Но только не это, все. Ты согласен, что в этом есть какая-то изюминка, какой-то интерес и какой-то шарм такой, что вот 5 разных, можно где-то по менталитету людей играют вместе, и им интересно находиться друг с другом, да, то есть им интересно вместе работать. Ну и при этом, конечно, у них есть одна цель, они там профи там, в игре и так далее. В том-то и проблема, что интереса находиться вместе не было. Эта команда не была с супер тим-спиритом. Не было, да? Она не была такой. Она камбэчила, но камбэчила не за счет командного духа, а за счет железобетонного хладнокровия, и все. То есть мы очень Ничего много себе, я думал, камбэков что дали. все-таки у вас было чуть... Мы не были супердружной командой, потому что, во-первых, была разница в возрасте, менталитете. Сколько, какие у вас возраста? Ну, условно, Оскару 27 было, а Робсу 18. То есть Ну, 9 мне лет. это знакомо. Тебе это знакомо. Да, я Это знаю. много, это трудно. Да. Интересы были совершенно разные. Ну, очень мало было общих интересов, кроме шопинга. То есть это не была команда, которая ходила вместе на завтрак, ужин и обед, не гуляла вместе в парке там, типа, и т.д. То есть тимбилдинг Вообще. таких особых не было. Абсолютно. У этой команды максимальный буткэмп длился 5 дней. Вообще.
То есть это команда, которая добивалась своих успехов, тренируясь онлайн. Да. Ну, команде было трудно находиться вместе слишком долго, понял? Да. И эта команда не собиралась там на месяц, не жила вместе. И тогда пытались это ввести, но не работало. Вопрос номер 1. Почему кикнули Стика? Да. Ну, просто это фейспалм. Ты этого хотел? Нет. Очень сильно этого не хотел. Кто хотел? Конкретно. Имена, фамилии. я не знаю. Вся команда Вся команда. вчетвером. Да. Нашли просто виновного или почему? Не нашли виновного, в том-то и проблема. То есть команда была на взлете, как ты сказал. Команда Маус, в принципе, как клуб, первый раз попала в легенды, и уже тогда хотели кикнуть Стика. Зачем и почему, для меня было непонятно, поэтому его и оставили. После этого команда выиграла StarLadder, там, V4, Это со Стика. со Стика еще, да. Потом вернули его, да? Нет, Или- еще А. со Стика, еще до кика первого. Какие вообще ваши основные большие победы в То есть, Малоспорте? мы заняли очень много топ-4, потому что всегда играли в полуфиналах с Астралис, к сожалению. А в 2018 году это было весьма Да. трудно. Ну, победа, наверное, StarLadder, потому что на нем было все топ-16 мира по-хорошему. То есть это был такой турнир, может, не самый знаковый, но самый тяжелый по составу участников и самый тяжелый по структуре, потому что это была швейцарка Best of 3, и мы сыграли за турнир. То есть каждая наша Best of 3 была 2-1. Мы сыграли максимальное количество. Какие победы у вас есть? У вас же есть первое место. Я знаю, что StarLadder выиграли, Я в говорю, Греции выиграли. Что еще? Ну, Миконос, Нью-Йорк. Что это за StarLadder. Нью-Йорк был? Что это за турнир? ESL Нью-Йорк? Нью-Йорк, ESL Нью-Йорк. Это крутой турнир, да. Да, но это было со Снаксом. То есть это было уже без стика. И причем тоже турнир. Мы вылетели с мажора 0-3, сели за стол и такие, типа, парни, мы в охуевшей форме, как мы могли вылететь с мажора 0-3? Почему у вас не получилось, давайте вот если поедем в так Нью-Йорк. прыгая, раз мы так прыгая тема с темой, почему у вас не получилось выиграть мажор? Единственный раз, когда мы вышли в плей-офф, это был вообще первый мажор в этом составе, и мы проиграли FaZe, которые были в очень крутой форме, и чудом проиграли Cloud9 там в финале. То есть тут еще, ладно, так выпал жребий, назову это так. Второй мажор, мы вылетели с него 0-3 и играли с ошибочной заменой, я считаю. Снакс очень крутой игрок и очень хороший человек, но эту замену нельзя было делать за 2 месяца до мажора, ни в коем случае. То есть команда Это очень- была ошибка, конечно же. Это была очень серьезная ошибка. То есть после этого мажора вернули стик, и дальше мы играли минор, после чего этот состав распался, потому что мы проиграли минор. Поэтому, собственно, вот так. Собственно говоря, состав распался по итогу, да? Состав распался, находясь То есть- на 3-й строчке мирового рейтинга, вдумайся. 4 человека. Братан, я выиграл мажор, и мне пришлось уйти с команды. То же самое. Это похожая история, да? То же самое. То есть, Состав распался отчасти из-за того, что не было вот этого тепла между тиммейтами и не было вот этой вот командности. Нет, состав распался из-за того, что в тот момент еще слишком многим рулили игроки, а не клуб. То есть сейчас это все-таки немножко иначе. Сейчас даже в иначе, Mosport, да. я это точно знаю. Именно в Mosport точно все иначе. И в тот Ну и все момент... клубы стремятся. в принципе, Да, в к тот этому. момент как бы игроки этим всем рулили, они сами не знали, чего хотели. Было очень много моментов даже во время этого состава, когда вот хотели кикнуть стик, когда Сани хотел уйти во Fnatic, переподписав там невменяемый контракт с Mosport, которые на 2-м месте рейтинга тогда находились. То есть было таких много непоняток, они слишком быстро взлетели и не совсем понимали, как Что с этим делать? короче? как этим пользоваться, да, что с этим делать, и что не надо никуда смотреть. У тебя здесь все хорошо, тебе надо развивать то, что есть. Ладно, с Mouseport понятно, вышли. движемся дальше, времени немного. Скажи мне, у нас еще есть ряд важных вопросов. Месяц назад ты чуть не лишился работы, да? Насколько я понимаю, из-за ложного бана за использование бага. Да, было Скажи, такое. что ты испытал в тот момент? Было вообще мгновение, что моя карьера окончена? Как ты У почувствовал? меня не было вот такого мгновения, у меня было разочарование самой структурой, организации самой ESIC. Когда они объявили о первых 3 банах, я очень сильно их поддерживал. И Когда говорил, забанили тебя? нет, и не в том, что дело было не в том, что меня забанили. И говорил, что это правильно, что так должно быть. Ну, то есть, когда я видел те моменты, которые они показали в первый раз, я сразу же написал Михалу, который этим занимался, и сказал: чувак, у меня однозначно, я точно помню такой момент очень давно, не помню в какой команде, но помню... Ты сразу об этом сказал? Сразу. Но помню, что это было на оверпассе против Нави. И, А ну-ка. и то есть я ему сказал, что ищите, это либо Ашер, либо Маус,
Но так как и та, и другая команда играла мало оверпасов, это было реально найти, скажем так. И сказал, что был еще один такой момент, возможно, уже в Форс, мол, так и так. Я не помню, было на официалке или нет, потому что Форс сыграли больше всего официальных матчей в мире в этом году в онлайне. И то есть у нас очень много матчей, я не помню, был это официальный матч или нет. И то есть я ему об этом сказал, спросил, как бы, чувак, что с этим делать. Он мне дал имейл, сказал, напиши, мол, письмо официальное в ESIC, укажи эти 2 случая, и они тебе ответят, и будешь с ними уже там разбираться, потому что я только смотрю демки, я не принимаю типа решений. Ну, как бы я ему сказал спасибо, бла-бла-бла. Смотри, и когда комиссия игнорировала твои написал. письма, Да. ты пригрозил в Твиттере и написал, что расскажешь миру правду. Да. О чем ты имел в виду, что это такое? Смотри, вкратце, да, то есть ESIC не игнорировали мои письма, они мне ответили, мы ответим вам скоро, спасибо за инфу, мы вам скоро ответим. Мы уже сами нашли моменты, которые у меня были, то есть за все это время, да, сами скинули им видео с этими моментами. И их ответом «мы вам скоро ответим» было следующее. Ну, я считаю, это максимальной высшей формой непрофессионализма. Они сказали, анонс через 10 часов, вот ваши моменты, можете подготовить стейтмент. Это все. То есть они не разбирались ни в чем, они просто сказали, через 10 часов анонс, занимайтесь. Ну, я как бы сел такой, сказал, ну ладно, У тебя была уверенность, что ты разрулишь эту ситуацию? Или ты думал, все что тебя мои могут 4 забанить? момента, нет, я не думал, на самом деле. Ну, я знал, что меня забанят. Но даже если бы меня забанили, То что? уже в тот момент как бы у меня была вся доказательная база собрана, все эти 4 момента были абсолютно оправданными. То есть ты для верил меня. в свою правоту, что ты так сможешь добиться? Да. То есть не было такой паники, что пиздец? Смотри, я работал в мейнкасте. То есть Да. когда эта вся мишура с тренерами началась, я не знал, в какие дни там у меня это произошли эти моменты. Но я попросил мейнкаст сохранить месяц эфиров аналитики уже тогда. То есть до анонса еще, это было там задолго. Сохранить все эфиры аналитики, чтобы они были, потому что через месяц они автоудаляются. Я сам собирал там вместе с организацией доказательную базу огромную. И я был уверен, что все мои 4 случая абсолютно случайно произошедшие расклады, которые никак не абуз. Банили тренеров за баг абуз, за нарочное использование, да? Да. У меня не было нарочного использования там. Хорошо, я очень рад за то, что ты справился с этой ситуацией и вышел из нее, и все хорошо, потому что ты знаешь, что остальные все забанены. Вопрос номер 1. Ты считаешь, правильно они забанены? Я Заслуженно? считаю, что большинство людей, которые находятся в этом списке, забанены заслуженно. Но там есть такие же ситуации, как у меня. Там есть Робан, там есть Энди, которые не обузил баг. Незаслуженно забанены. Незаслуженно абсолютно забанены. Как ты считаешь, Valve и ESL должны были бы понести какое-то наказание, и они вообще хоть немного имеют, ну, скажем, ответственность за происходящую такую ситуацию? ESL нет, Valve. Valve да. Но дело в том, что сам Counter-Strike, профессиональный турнир, он не регулируется ничем. Ну, у нас появилась официальная федерация, которая, и в Украине это признано официальным видом спорта. В Германии это, да, там продвигается и т.д. Но в большинстве стран мира это не является официальным видом спорта и нет официального регулирующего органа, да, так сказать, которым пытается выступать сейчас ESIC. Но по-хорошему, если бы этот орган был, и баг игры, то есть ну, несостоятельность игры и то, что это не указано в правилах, влияло бы на судьбы людей, на очень серьезный имиджевый и финансовый дэмэдж, Да. который, естественно, можно было бы оспаривать в суде, а американские суды, там английские суды, которые уважают прецедентное право, а это прецедент, да, Да. я уверен, что они бы очень как бы серьезно отнеслись к этому вопросу, и за ущемление вот таким вот образом прав, причем очень непрофессионально, я думаю, что ESIC очень много этих судов бы проиграла, и Valve в том числе, если бы до этого дела дошло. И если некоторые тренера серьезно настроены, и кто-то дойдет до суда, возможно, это плохо. Ты считаешь такое невмешательство? То есть, хорошо, вот у меня есть вот другой скандал был, да, вот недавно, из-за того, что переноса матча с Нави. Да. Ты написал, я попал в СНГ команду недавно, неужели все действительно так плохо с комьюнити?
И я хочу адресовать такой же тебе вопрос. Ты считаешь, что в СНГ, в комьюнити все плохо? Это менталитет? Что это такое? Смотри, этот твит не касается матча с Нави. Этот твит был после матча с Нави и после нашего проигрыша Немиге, если Да. не ошибаюсь. Дело в том, что, находясь в команде Моуспорт и в европейском составе Ашер, я ни разу за 4 года или там, за 5 лет не получил ни одного плохого сообщения. Честно. Вот 0. При том, что команда тоже проигрывала. То есть здесь очень сильно как-то оскорбляют игроков, команды, тренеров, клубы в принципе, когда они проигрывают. Журить клубы вы имеете право, абсолютно, но ни в коем случае не должны переходить на личности. Я считаю так. Да. И то есть то, что ты получаешь там условно угрозы жизни, если ты проиграл какой-то матч, ну, я считаю, что да, в СНГ комьюнити с этим проблемы. Да. Потому что хоть европейские фаны такие есть тоже, ну или не болельщики, а те, кто смотрят матчи и ставят ставки, назовем их так, тем не менее там это все выглядит как-то мягче, и даже если мы получали какие-то негативные комментарии, они были в основном обоснованными. Да. Смотри, в этом скандале SEO вашего клуба сам высказывался в твиттерах достаточно ну, так резко, скажем так. Прав ли он вообще в этой ситуации, как ты считаешь? Первый вопрос, да. И вот многих в комьюнити возмутило, что Valve вообще не участвовал в этой ситуации, по сути, да, то есть. И как ты относишься к политике разработчиков? Считаешь ли ты, что невмешательство Valve делает цену в этой ситуации свободней, или все-таки это наоборот вредит? Ну, у нас есть два прецедента, то есть есть Valve, есть Riot. Да? Да. Riot, который полностью контролирует сцену, LoL, да, и есть Valve, которые не контролируют сцену и отдают все подрядчику полностью, турнирным операторам. То есть здесь решает турнирный оператор. Когда ты играешь в турнир, ты соглашаешься с условиями турнирного оператора. И единственная проблема в том, что турнирный оператор должен следовать своим же правилам. Я был недоволен не поведением Na'Vi, ни в коем случае. Я был недоволен поведением ESL. Наш CEO указал о двойных стандартах. Я лично оказывался в такой ситуации, в которой оказались Na'Vi. Да. И это было еще, правда, в команде Moonsports, не одноразово, где мы просили перенести матчи, причем не за полчаса, а за день и за 2. И по очень уважительным причинам, то есть действительно у человека такие же истории там были со здоровьем или с тревелом. Не успевает человек, летящий с их же турнира ESL, не успевает на онлайн-матч EPL, и матч нам не переносили. И то есть они говорили, у нас нет другого эфирного времени, как бы сори, но вы должны играть с тренером, и нам все равно. И стендына вы как бы брать не можете, но это запрещено было правилами в тот момент EPL конкретно. Это не EPL, то есть это другой турнир, но Тем не менее. Но тем не менее, ESL никогда не переносили матчи за полчаса до матча. Я такого не помню ни по каким причинам, ни разу за Я, всю честно говоря, историю. тоже не особо припоминаю, но тем не менее. И вот этим я был недоволен. То, что ESL, и этим же был недоволен CEO, в итоге в это вступили игроки, получился полный, короче, замес, который я не Замес был особо, лютый. ну, не особо котирую, я не люблю такие замесы, Да. но, тем не менее, все равно ты являешься их частью, естественно, каждый человек защищает интересы его клуба в этом раскладе, это нормально. Но у меня претензия только к ESL. То есть у них в правилах черным по белому очень четко все всегда написано. Это ESL, это немцы, я уважаю их правила. И они как бы противоречили сами своим правилам, поэтому мне это не У меня понравилось. вопрос. Как ты считаешь, Valve отстранился сейчас от Counter-Strike, скажем так, в киберспорте, да? То есть раньше хотя бы были мажоры, да, которые они там принимали. И чего не хватает КСу, и что могли бы дать Valve? Как минимум, вот такие вот самые главные несколько вот тезисов, скажи. Ну, все ноют по поводу того, что здесь нет интернешнала. Но при этом очень много объясняют, что это наоборот хорошо, потому что если бы не был бы International, все бы жили только этим Жили турниром, бы только живут этим турниром. дотом, Да, я согласен с этим. В КС есть четко 2 сезона, Да. которые построили турнирные операторы сами, да, эту систему. Да. Есть четко 2 сезона, 2 отпуска игроков и так далее. Меня это все устраивает. Не хватает мне не регулятора, как Valve, мне не хватает общего регулятора, такого как FIFA, условно, в футболе, который регулировал бы Ну, есть Веса там. всю сцену. ВЭСа, ЭСИК, Союз игроков, все это не является официальным регулятором.
Точка. Это все как бы организации, которые имеют какое-то влияние. Ты считаешь, что должны были делать Но- Valve? Я не считаю, что это должны были делать Valve. Для этого на законодательной базе в каждой стране, в которой играют игроки, должны быть условия. То есть если в Украине они уже есть, в многих других странах их еще Нет, нет. вопрос именно про И Valve. Что я не считаю, что Valve что должны они это вообще могли сделать, кроме International? Что ты считаешь, что как-то они нужны вообще киберспорту? Более активное их участие? Или Я считаю, не что у нужно? них просто должен быть как бы e-sports департамент, да, который будет исправлять баги тренерские вовремя, то есть чтобы они слышали голос турнирных операторов хотя бы. То есть Это правда, что многие тренера, и там, в том числе Старикс, говорили о том, что есть такие баги, там писали, там, Valve. Ты слышал такое? естественно, это правда. Ну, то есть, Почему, если Valve это игнорировали, сейчас побанили столько игр? Вот это не какой-то парадокс, не стандарт, или что это, как это нет, называется? Valve всегда очень медленно исправляли баги. То есть Ну, так это не просто медленно, это же годами шло. это годами, но не суть. Помнишь баг Big, вот на том мажоре, который вы выиграли? Конечно, помню. Там были представители Valve. Да. Представители Valve прямым текстом на мажоре сказали, да, это баг, но это часть игры, и мы не можем ее сейчас исправить, поэтому вам придется играть мажор вот так, и мы не можем это запретить, потому что это часть игры. Мгм. То есть, по сути, с тренерами, ну, если сильно прикопаться там к Valve, можно было сказать то же самое. Это часть игры, которую вы как бы сами не исправили и т.д. Несмотря на все течение обстоятельств и изменения там, в тактиках, там, состава, все равно решафлы Австралия остается в топе. Вопрос. Зоник гений? Зоник гений? Зоник гений. Гений. Да. Почему? Зоник очень хорошо построил всю инфраструктуру в команде, та, которая была плохой. Ты с Boston ним Red лично Dragons. много общался вообще? Я с ним очень много общался, и ты тоже, я думаю, еще со времен МТВ. Я с Не, ним вот был именно в знаком. CSGO. И в Австралии. CSGO тоже Да. мы, ну, как бы, отчасти делились некоторым опытом, общались о турнирных операторах, как все тренера, о некоторых там правилах и так далее. Ну, нам всегда тоже есть о чем поговорить, как и игрокам. Ну и он чувак такой И он открытый, приятный парень, да. да, с которым ты как бы очень много знаком, и тебе есть с ним о чем поговорить, поэтому с Зоником я общался Почему очень он много. гений? Он, не то чтобы он гений, просто, ну, как бы он гений, да, но есть менталитет, то есть есть страна, в которой были МТВ, которые были топ-1 мира в свое время, потом топ-2, когда вы их там придушили, да, и он Было создал дело. Астралис по такой же формуле. То есть вся эта команда была, ну, и есть нереально дисциплинированной, очень жесткая дисциплина построена от физиотерапии всей до фитнес-тренеров, до психологов и т.д. и т.п. Все это круто построено, поставлено на рельсы, и оно все едет. Едет уже очень долго. Зоник гений, начиная с маппула. То есть команда Астралис не играла кэш, убрали кэш из маппула. Команда Астралис не играла кобл, убрали кобл из маппула. Я не знаю, как это происходит, если честно. Но в один прекрасный момент Астралис, ну, в плане маппула стали просто вообще непобедимы, потому что две их худшие карты убрали из маппула на протяжении 1 года. Может, а он они не были гений, может, он просто у него знания, эти связи есть хорошие. Может, и связи не суть. Но я говорю, что они не только из-за этого ведь стали, но я говорю, что отчасти слухи, тут Астралис начинают банить там какую-то карту, ее просто убирают из маппула, и все. Зоник красавчик, Астралис тоже красавчики. Здесь только аплодисменты и восхищение. Это все. Глайв. Вот Глейва, кстати, гением особо не считаю. Он очень хороший игрок и в плане дисциплины, мне кажется, неплохой капитан, но я слышал коммуникацию Астралис, и там было абсолютно то же самое, что есть в Movesports. Там что было в Movesports. Там каждый игрок может делать кол, они ему очень сильно помогают, потому что все очень опытные игроки и знают, как бы, что делать, и он им доверяет. Почему Астралис такие жесткие? На протяжении столько времени. Ну вот я сказал, потому что очень четко выстроена модель дисциплины, в первую очередь, по моему мнению. И Тренировок. тренировок, дисциплины, и все этому следуют, никто не ленится, никто не ищет отмазок, отговорок. Да, у них произошел разлад небольшой, да, Глейв там ушел отдохнуть. Ты знаешь, почему, что у них случилось? Или они просто устали, заебались? Я думаю, я не знаю, что у них случилось, но, то есть, если Глейв, я думаю, как бы заебался, да, то Хуряк сказал, я тоже хочу идти в отпуск, его не отпустили, он их послал, ну и в итоге вот такая тема произошла. Но я думаю, что это единственный разлад в дисциплине за все это время, который произошел. Где ты сейчас, чем ты занимаешься и почему ты сидишь все интервью в футболке Форзе? Ну, я сижу в футболке Форза не просто так. Да. На протяжении последних где-то полугода, наверное, я тренирую эту команду.
Последних 2 РМР. Ну, с переменным успехом идут дела. Сильно чувствуешь разницу тренер Сильно чувствую разницу. европейских ребят? Очень сильно чувствую разницу, потому что все-таки совсем другой менталитет, подход и так далее. И очень трудно вводить те вещи, которые есть у европейских команд в СНГ команды. Прям максимально трудно это воспринимать. Некоторые из этих вещей. Но есть другие позитивные моменты. Эй, все весело, все матюкаются, некоторые люди могут поволобанить, мне это нравится. Какие цели у Форса сегодня? Целью Форс вернуться на тот левел, на котором они были в конце прошлого года. То есть там команда взлетела, Мы все это помним. потом она не развивалась, и после этого очень больно весной, когда начался ковид, упала. То есть когда пропали ланы, эта команда просто, огромные проблемы у нее начались. Тупой вопрос, но тем не менее, ты видишь реальную перспективу этого состава? И вот Да. возможность вернуться, вот о чем ты сейчас говоришь. Я верю в клуб. То есть составу больше 2 лет, в Да. составе, возможно, когда-то и произойдут изменения. Не буду это скрывать. И это в любой команде Почему в происходит. Я знаю очень хорошо CEO Форс, да, я уже говорил об этом, мы с ним знакомы с 2004 года. Мегион. Да, Мегиона. И у Для меня есть кто не огромное... знает, это раньше бывший проигрок времен там Итана, там Да, Хитона, там всяких, и, да. да, это бывший игрок Форза Да. тоже. И я очень уважаю этого человека, он тоже уважает меня, и я вижу, как построено все в клубе. То есть очень большой, на самом деле, штат сотрудников работает в Форз. Это мало кто знает, но это так. Сколько примерно? Я навскидку из тех людей, с которыми общался, я уже насчитал человек 15, как минимум. Это менеджеры, это... То есть менеджеры, Психолог есть? медийщики, психолог был, сейчас нету, но будет, скорее всего, новый. Психолога нет у основного состава, но он есть Аналитик. у школы. Аналитик. Толик, иногда я его прошу помочь мне с этими всеми вопросами, потому что банально не хватает времени, у нас очень много матчей, то есть средним командам надо генерить. Школа, ты сказал. Школа. У вас есть, я знаю, интересная школа. Что Да. это такое вообще? Смотри, школа — это очень такое интересное направление, то есть это школа, которая является именно школой, то есть это не состав академии. Ну, просто ходить учиться или что? Это не второй состав. Типа Я в того. 3А. Я в 3А, да. Да. То есть там есть разные группы, Мгм. совсем там начальные, средние, О чем речь еще посерьезнее идет, в принципе? и так далее. Я же вот сейчас тебе Да. постараюсь объяснить. То есть это не школа, где мы скаутим игроков, Мгм. то есть не академия, да, в которой скаутят игроков изначально. Там работают опытные ребята, там работает Толя Литтл, Зонер, Дестер есть такой третий еще тренер. И все эти люди обучают на разном уровне, то есть от новичков, которые просто зашли в КС и хотят понять, как играть в эту игру, до ребят покруче. То есть одна крутая группа, это не является Форз Академией, но ее тренирует уже Литтл, который тренировал состав весь прошлый год, очень опытный тренер и игрок. И вот оттуда уже в теории, может быть, можно заскаутить каких-то там игроков, то есть из вот этой огромной группы. Мы взяли несколько ребят, мы официально об этом объявляли. Сколько у вас сейчас учеников? Учеников, на самом деле, я не знаю точного количества, потому Примерно. что я не работаю со школой. Примерно. На скидку. Вообще понятия не имею. Думаю, что около 50. Как около 50 учеников? Думаю, что около того. Ничего себе. Как попасть к вам в школу? Да просто зайти на сайт, написать, заполнить форму и попасть. Все очень просто. Ну, попасть может теоретически каждый желающий. Нет, абсолютно любой человек может прийти и попасть в школу, указав там платно? левел. Это платно, да. Мгм. Это платно. Ну, я говорю, самый важный момент здесь — это вот конечная вот эта точка, да, Little, и он тренирует эту топовую группу, и он сам может сказать или мне там посмотреть этого чувака и так далее. И вот Это круто, это очень интересно. Это И типа топовая группа, правильно. я она считаю. уже может там сыграть прак с основным составом. Она может во время матча официального посидеть Не, в это вообще TeamSpeak. охрененная штука. То есть в итоге люди вот так, растя в школе, могут в теории попасть. там в Ребята, основной состав. есть такая тема, как Зевский Бирскул. Записывайтесь. Она была очень достаточно актуальна, но сейчас появилась новая школа Форс. Я считаю, что это отличная миссия. Вообще молодцы, красавцы. Желаю вам удачи. У нас сейчас впереди Блиц. Перед Блицем скажи, ты знал, что меня хотели кикнуть? Не знаю, потому что это очень такой вопрос, который интересует всех в комментариях, прошлое интервью. И
Я думаю, не был что- ли ты случайно причастен к этому кику? Я не был причастен к этому кику. Точно? Но я думаю, что слушки, может быть, и слышал. Слышки слышал, да? Да. Что-то веяло где-то, Что-то да? веяло где-то, да. Ага. Ну, не будем у тебя раскатывать, насколько ты не был причастен. Ну, я тоже не был причастен. Ребят, Я был тренером Маус. можете посмотреть предыдущие 2 интервью. А там всё чётко, Там это все. Серега, а теперь блиц. Задаю быстро вопросы. Ты стараешься отвечать быстро, но можно развернуто, потому что хотелось бы услышать от тебя, конечно же, объяснение. Итак, поехали. Как ты относишься к Райзу? Замечательно отношусь к Райзу. Мне интересно иногда смотреть ролики. Ну, они очень разноплановые. То есть некоторые крутые, некоторые не очень, но в основном иногда смотрю. Отлично. 3. Ну, а то, что Райз там бывает периодически так подстебывает или даже там еще что-то, тебе это все... Ну, у него добрый. Это такой юмор, ну, который не совсем злой. Я не могу назвать его злым. Поэтому я говорю, я смотрю некоторые выпуски, я не подписан. Тебе нравится. Но то, что до меня доходит, то есть мне скинули или там сказали, посмотри, там, типа, я посмотрю. 3 лучших комментатора по CSGO и в СНГ и 3 англоязычных. Ну, давай по вообще в 4. мире. Давай по 4, Давай потому по что 4. парами. всё. Давай по 4, да. То есть есть Тафа Слэм, Ухо и Энканис. Да. Ну, и еще Страйка туда 5 даже. Да. СНГшных. Вот. Мировых точно так же. Андерс Семлер и Генри Садакис. Тут вообще без вариантов. 5 лучших игроков в истории CSGO. Simple за стремление. Робс дисциплина. Буду по одному слову ассоциации. Зайву талант. Ника трудолюбие. И, допустим, Колдзера. Это очень трудно, но это воля для меня, потому что я знаю всю историю от начала до конца. Это прям Я не всю знаю, это очень, интересно. очень жесткая история. Как-нибудь, надеюсь, как-нибудь возьму у него интервью. 5 лучших тренеров в современном CSGO. Зоник топ-1 однозначно тут, в принципе, все Да, понятно. кстати, можешь расставить по... Зоник топ-1. Дальше мне очень нравится Малик, это тренер G2, который строит уже очень долго команду, сейчас интернациональный Да. состав, ну, как бы Малик красавчик. Зевс, бразильский Зевс, да, твой Никотеска. Я уже услышал. Бразильский Зевс тренировал и Да. Sky, Мибр, Liquid и кучу команд, и все они были весьма успешными. Андрюху Блейда включу туда однозначно, и Мишу Кейна тоже. Мишу Кейна. Он уже не действующий тренер, но тем не менее. успех как бы говорит за себя тут. без 5 вариантов. сильнейших капитанов. В современном CSGO. Ну, в CSGO, да. в современном. Глейв, Карриган. Дальше кто у нас капитан G2 вообще в данный момент? Некса. Ты уже, к сожалению, не играешь. Это номер 4. Ну, я играл год назад. Да, это номер 4 для меня. И да и все, наверное. Ну, Крис Джей я не могу назвать как бы слишком крутым капитаном. Карриган назвал? Нитро. Вот еще. Карриган ты Нитро. назвал? Карриган я назвал. Назвал, И да? Нитро. Но он Нитро. уже тоже не играет в КС, к сожалению. Лучших 5 команд. В 1.6. В 1.6. Да, и потом в CSGO 5. Нави, МТВ, Фнатик. В 1.6 Нави. Поляки. Нави, МТВ, Фнатик, поляки. И корейцы мне очень нравились. We Made Fox. Ты вспомнил. Но они были очень крутые. Да? Да. 5 команд CSGO. В CSGO все проще. Navi, Mousesports. Astralis. Да, Navi, Подсказываю, Mousesports, извините. Astralis, G2 и в свое время Liquid. Почему G2? Потому что мне очень сильно нравится там сейчас состав, тренер, очень сильно всех уважаю, мне нравится их игра, но они в принципе мне симпатизируют во всех вообще аспектах. И да и все, наверное, назову 4. То есть все. 5 нету? Сейчас нет ланов. и очень Не, ну трудно хорошо, но назвать если взять так в команду. целом. Ну, подумать. в целом, в свое время мне еще очень нравились Liquid, конечно же, еще в прошлом составе с Нитро. Да и на самом деле команд до хрена классных, которых можно было Команд называть. очень-очень много, я говорю. Но, ну, то есть Маус, Нави, Астралис, G2 и Liquid, прошлые Liquid, очень мне нравились. Мне еще нравились, я добавлю, эти финны. Тоже играли очень классно. Какие финны? Энцы? Энцы, да. Жалко, что у них не смогли они справиться тоже с этим напрягом и Да, пойти да. дальше могли. Так, ну что, конкурс? Ну, поехали. Конкурс такой. Эсик очень долго игнорировали обращение Ламыча, из-за чего он пропустил ИМ Йорк со своей командой. Ребята, судя по всему, вежливые письма комиссии не очень впечатлили. Напишите в комментариях под постом с тайм-кодами, под постом, где тайм-коды, ребята,
как нужно было поступить Ламаботу, чтобы побыстрее привлечь внимание ASIC и получить абсолютно заслуженный разбан. Поняли? То есть вы пишете, то есть то письмо, которое мог написать Ламыч, чтобы все сделали быстрее и разбанить. Под тайм-командами, ребят, самый интересный, креативный, самый лучший комментарий получит приз. Сегодня у нас 2 приза, поэтому 2 комментария. Да, разыгрываем футболки. Это моя футболка. Тут очень все круто. Лукойл, Спартак со звездочками Лиги Чемпионов. Короче, Ты распишешься топово. сейчас на ней. Я И я распишусь. тоже. Мы сейчас вместе дадим распись. И второй, ребята, приз. Это вот такой охрененный микрофон от HyperX. Разыгрываем. Пишите по тайм-кодами свое мнение, свои мысли. Самые крутые выиграют 2 приза. Так что давайте, эгегей. Ну что, как говорит Дудь, спасибо, братан. Спасибо, Серега, за интервью. Было Давай. круто. Реально было приятно. Пока.